Привет! Привет! Ей 32 года. Дальше можно даже не продолжать. В день мама записала меня на УЗИ. Ее зовут Галина Васильевна. Ну, наконец-то легендарное возвращение главного крыла на YouTube. А это значит, нас ждет только самый потужный, самый качественный, самый лучший контент. Возвращение фан-стримов каждое воскресенье в 20:00 по МСК. Возвращение нарезок и всеми любимые игровых прохождений. Ну а чтобы не профуфунить все это добро, рекомендую подписаться на наш телеграм-канал Hard Inside. Ведь там каждый день публикуются оповещения о всех стримах, роликах и, что очень важно, именно там происходит оповещение о наступающих розыгрышах. Поэтому, если хочешь быть в курсе всех событий, то переходи в ТГ по QR-коду, ссылочка в описании или собственными ручками веди Hard Inside. Ты точно ничего не пропустишь. Здрасте, дорогие друзья. В честь 8 марта хотел сказать. Вообще я хотел изначально сказать в честь выхода нового сезона «Мама в 16», уже 5-й сезон. Хотел я сказать то, что ну наконец-то вот оно. И лайк поставь. Но, как говорится, с 8 марта. С 8 марта, дорогие женщины, спасибо вам за то, что в нашу скучную, спокойную жизнь вносите море красок, предложений, инициатив и всего, чего только можно. Но мы вас любим, ценим. Спасибо вам, дорогие подписчики, за то, что меня смотрите. Красоты вам вечной, чтобы, знаешь, даже в 50, как говорится, Так, тихо. Ну, это уже у всех вкусы разные, но вы мои знаете, да. Но, извините, а что? У всех вкусы разные. Да, кто-то помоложе любит, а кто-то, как говорится, с кем есть о чем поговорить. Так что праздничком вас, почаще улыбайтесь, и чтобы вас ваши мужчины не расстраивали. Если мужчин нет, обращайтесь. Я, как говорится, да. Я всегда могу помочь. Тихо, дурак, ты помочь можешь. Сумасшедший. Могу. Вот он. Привет! Привет! Меня зовут Софья, мне 16 лет. Я живу в городе Новочеркасске. Но выросла я на юге, в городе-курорте Геленджике. Это понятно. С 3 лет я занимаюсь акробатикой и гимнастикой. Шаг 2, фальцет и маховая. Я также так умею. Акробатика мне очень нравится. Я ездила постоянно, выезжала на какие-то соревнования. Выступали мы под маршалом с Вообще Алиной легко. Кабаевой. Я получила первый взрослый разряд в спортивной акробатике и собираюсь защитить Взрослый? мастера спорта. Акробатика — это Куда качество убежало, YouTube? Жулик, не воруй. тяжелый вид спорта. Это намного тяжелее, чем художественная гимнастика лично для меня, потому что акробатика — это больше силовая и тяжелее морально. Ну, это лютый вид спорта. Ля. Спорт меня Ой, у меня гимнасток никогда не было. Надо это... Девочки, есть гимнастки? Нет, там в комментариях отметьтесь, да, я вас лайкну, там это... отдала мама. Ее зовут Галина Васильевна. Ей 38 лет. Так, отбой по этой вот школьнице этой. Давай это ну-ка, в стороночку. Вот он мой уровень, поехали. 36, это самый сок. Она менеджер в рекламном агентстве Менеджер. по работе с клиентами. Что-то выглядит она подуставшая немножечко, да. Как говорится, видно, будни и молодость была очень бурная. В месяц зарабатывает 60 тысяч. Сколько? Гимнастика — это труд, физический труд. О, мама, видно, давала. Джагу. Галина. Галя! У нас отмена на 5-й. Чувствую я, ребят, я всегда смогу с одного взгляда угадать, женщина какая внутри, да. Зажигалочка, как говорится, такая с прибамбахом. Либо, как всегда, тихоня, да, которые потом что, правильно? Как швейная машинка Зингер. Осуждаю. Так что, что? Очень такая мама, я думаю, что... Девчонки! I am Miami Beach. Да, 100% на барной стойке, да. Правильный. Рада, что Железно. мы оказались в этом спорте довольно-таки рано, потому что у Сони... Да, а теперь прошли года, и теперь все вот эти мамы, которые, да, на задних сидушках, неважно где, сидели, катались, да. Сейчас все стали, да, мне моя девочка, вы знаете, она такая, она у меня на 8 кружков ходит, на 2, да, как мама в свое время. Послушаешь иногда где-нибудь в школе. Я говорю, да тебя ж. Вращайте барабан, ваше очко уходит в зрительный зал.
Выработалась дисциплина, Да. когда мы пошли в школу. Как у мама, меня да, было не дай бог, проблем как с тем, мама. чтобы встать в школу. Ага. Она заводила сама себе будильник, вставала и Позже сама в диспансере, собиралась, как шла. день открытых 10 дверей дома вечно. была. Ну, можно хотя бы до 11. У тебя тренировка утром. Ты помнишь свое последнее соревнование? Ты довольна своими результатами? Я говорю в 10 часов, чтобы была дома. Ясно. Я часто недовольна своими достижениями Ага. и стремлюсь к большему. Хочу, чтобы все мною Хочу. восхищались. Хочу, Потому хочу. что я комплексую из-за внешности. У меня на лице шрам, который оставил мой отец. Его зовут Виктор Владимирович. Ему О! 40 лет. Работает в автосервисе и получает 50 тысяч рублей. Ясно. Общаемся мы редко. Они с мамой развелись, когда мне было 3 года, Колдырь. потому что он пьет. Он нажрался просто в очередной раз. Мы с ним начали ругаться. Я собрала вещи, хотела поехать к свекрови. И он Ага. выскочил из гаража пьянющий. Куда собралась, я говорю, к маме, к твоей еду. И все, он с психу взял какой-то пакет, стоял у него в Надо вот этим оборотом когда-то воспользоваться. Ты куда собрался? Ты куда собрался? К маме к твоей поехал. Тарадаратан. гараже с мусором. В пакете Что? что-то было Очень острое. красивый И он оборот. кидал в меня, но пакет попал об дерево, и кусок чего-то отлетел. Соня сидела у меня на руках, и отлетел осколок по лицу, и вообще щека чуть не отвалилась. Папа никогда не извинялся, ни о чем не жалел и видел то, что я хожу. Ну, это понятно, типичный глэк. Все понятно. Артать, 11 левел. Да, стопочку 40 секунд наливаешь, кружочек сводится на экране. Да, пока вот видишь кружочек, в принципе, значит, можно пить. Когда нет, тогда уже сознание, в общем-то, теряется, да. Со шрамом. Он даже Ага. внимания как бы не обращал на него, он просто отличал меня по нему. Его дочь или не его. Зато в школе все Потрясающе. замечали мой шрам. Одноклассники меня жестко булили из-за моей внешности. На 14 февраля я получила Не знаю, у меня он тоже шрам. На горке, на кощейке. Давай, кто быстрее, давай, на. Полозим этих отсанок. Да, как сейчас помню, маленький был. Маленький был, да, но очень весело было, очень весело, да. Чуть к апостолу Петру на прием не попал, ну нормально. Никто не булил, не знаю, как никогда даже внимания не обращал. 60 открыток от школы. И в каждой валентинке написано там, зачем ты родилась, зачем ты вообще здесь присутствуешь. Вот такие вот. Ну, это обидно было просто морально. Дома я это старалась скрывать. Если бы мама пошла жаловаться директору, мне было бы только хуже. Для разговоров по душам у меня есть тетя, родная сестра мамы Александра. Знаете, у меня есть одна догадка на тему Александра. Ей 32 года. Она живет в Новочеркасске и занимается фотографией. 32? На каникулах я Тебя мать всегда потрепала. гостила у Саши, и она учила меня делать макияж и принимать свою внешность. Мы с ней подружки. Соня делится со мной своими проблемами, Ну тут 40, не меньше. потому что вдвоем, видимо, проще найти решение. Меня поддерживает бабушка со стороны папы. И хоть родители развелись, мы Нет, с ней это уже хорошо чересчур. общаемся. Просковья она Хотя Просковья... Бабушка Просковья Не надо, нет, уже это теперь нет. Пока нет. Толя, Пока мне нет. 68 лет. Она на Сколько? пенсии. Вот очень хорошо выглядит, бабушка лучше всех выглядит, честное слово. Раньше работала медсестрой. Бабуля часто провожала Бабуля. меня в школу и встречала после уроков, чтобы одноклассники не устроили темную. Я Темную какую-то не устроили. Занимайся боксом. Иди, я не знаю, карате, там, винчунь, там, джин-джань, да, там, что-нибудь. Я не знаю, травмат на крайний случай носить с собой. спускалась со школы, у нас там перекресток был. Мне со спины кто-то толкнул под машину. Я упала, остановилась машина возле меня. Я оборачиваюсь назад, а там никого нет. Я не знаю, кто это сделал до сих пор. Чего? Когда я была в 6 классе, бабушка и мама решили перевести меня в другую школу, чтобы избавиться от проблем со сверстниками. В новом классе я подружилась с ребятами и с удовольствием ходила на уроки. Все постепенно Не знаю, нормальная налаживалось. девчонка вроде. Мама встретила мужчину, моего отчима, Ай. Дмитрия Игоревича. Ему 42. Он Сколько? Сколько? Ты чё, брат, тебе... 42? Да мне 38! Вы чё, гоните, что ли? Как это возможно? Он меня на 4 года, что ли, старше? Меньше даже. Все бухают, что ли? 100% тоже бухает. С программист. отчимом. Ему
Позвали. Передачу, смотри, у него отходники. Бордовый весь сидит. У меня были очень хорошие отношения. Он ее всю жизнь баловал, но у него своих детей нету. Он ее воспринял как своего ребенка. Все, что я хочу, у меня всегда все было. Отчим мне купил телефон. Я решила вести свой блог. Я снимала в детскую соцсеть. Когда я была в 9 классе, мама разошлась с дядей Димой, потому что он тоже, как и мой родной папа, стал часто выпивать. У меня было так пусто внутри, потому что у меня папа алкаш. Папа всю жизнь пропил, этот пропил, и больше у меня никого нет. Я тяжело переживала то, что Я не знаю, вот мне кажется, я так выгляжу, ну сколько мне максимум? Ну максимум. Вот сейчас постригусь, бороду, если сбрею, ну там, 25. Ну ладно, 20, 26. Потолок самый, да, вот у меня паспорт рано. Это что, почему-то давно не спрашивали, хотя спрашивали, я еще не помню. Ну какой 40? Не, ну ребят, ну честно скажите. 54. Какой-то киберкроллинг в чате. Не, ну реально, вот так бы вот вы увидели, да? Ну сколько бы вы сказали? Ну сколько? Ну 30-очка, да? Не, ну 30-ка, ребят. Ну не старше. Я говорю, ну бороду просто покороче сделайте, все. Ну 30-ка, ну край 30-ка. А мне 38, ну вообще-то. Я вообще видели, как я в реале угораю, там вообще песня. Я хожу целыми днями, смеюсь, как дурак. Да, зато весело. А что, зато всем настроение поднимаю. Наверное. Мальчик, где родители? Ну 30-очка, да, ну 30. наша семья снова развалилась. Справиться со стрессом мне помогла любовь. Ведь с возрастом моя внешность изменилась. Я перестала быть гадким утенком и встретила его. Его. Это Сашенька. Хотите листьями накормлю? Обожаю. Давай. Да? Да, поешь? Я сейчас нам устрою красивый фейерверк, смотри. Шикарно. Дальше можно даже не продолжать. Так, а ну-ка, Моего имечко. парня зовут Вадим. Ему 17 лет. Мы Два в одном, как... Шампунь жумай сымба. вместе учились в одном классе в новой школе. Я никогда не думала, что, повзрослев, мы станем парой. Между нами бревно. Еще и одноклассница. Да, подруга твоя. Ладно, перебор. Бревно. А, нет, не перебор. Ты можешь его пройти. Какую руку отпущу? Смотри, чтоб я тебя не отпустила. Да? А может, я не боюсь. Ну, Вадим не тюфик, он громкий, Вадим вообще, это пограничное имя, это как Никита и Саша. Это имена, приносящие в мою жизнь только какие-то несчастья и беды. веселый, он всегда там поможет, придет. И никогда меня не Не путать Саша и Александр. Это разное. оставит в слезах там плакать где-то. Я не знаю, что это было, но у меня к ней чувства были буквально все мои... Я не пойму, это Кобзон или... Не понял. отношения с девочками. То есть я смотрел на них и такой думаю, блин, они Вот какие ему отношения с девочкой? Ну какие? Скажи мне. не такие красивые, как она. У меня пропадали Она. ко всем чувства буквально спустя месяц. Мы дружили, проводили много времени вдвоем. Вадим болел за меня на соревнованиях. Ему нравилось, что я живу с... Вот этот тайминг. Вадим за тебя только из-за соревнований болел. Да, любовь это такая вещь. Да, на превью что ли поставить. Вадим-то, да, у нас прошаренный. спортом. Я даже не заметила, как влюбилась в него. В 9 классе он предложил встречаться, и я согласилась. Ты о чем мечтаешь? Честно, я мечтаю, чтобы у меня с карьерой все получилось. Я мечтаю, чтобы ты всегда со мной был рядом. А куда я могу идти? Я так всегда буду с тобой. Ай. Вадим, когда мы начали встречаться, он начал хорошо за мной как бы ухаживать. Конфеты, шоколадки. Я веду свой блог про акробатику, рассказываю о тренировках, выкладываю ролики с выступлений. С появлением Вадима я поделилась со своими подписчиками новым статусом. Теперь мой канал не только про спорт. Но Вадиму не нравится сниматься для блога. Я, конечно, всегда был против этих всех съемок. Ты просто сидишь и записываешь кружки своим там 170 подписчикам, которые просто тебя смотрят и думают, вот что ты снимаешь, что тебе принесет деньги. Смотри, какие браслеты красивые. Это лунный камень. Найс, поддержка, понял. Я могу себе голубой взять, розовый. Есть еще один такой у вас же? Давайте эти. Эти, да? Да. Сколько там? 2000. А другие какие есть у вас? Давайте другие. Вот такой вот за 350 кулон. Нравится? Нет, голубой. Мне за 3000 нравится. И вот тот за 5. А сколько стоит? По 100 рублей. Можно розовенького. Моя мама не против того, что у нас отношения с Вадимом, только запретила любой интим и забивать на учебу. Соня,
Время видели? Видели. Вадим, тебя дома не заждались? Еще нет. А мне кажется, Там свет яркий, тут день на улице, куда дома не дождались. да, пора домой. Давайте расходитесь. Вадим мне сначала не понравился. У Сони был мальчик, они встречались 2 года. Голос такой вообще просто скрипучий. Подглядывает, стоит. Мне он очень нравился. В душе я правда надеялась, что он помирится с предыдущим парнем. Я чувствовал, что я не нравлюсь ее маме. Когда мы сидели, кушали все, мне насыпали такую же порцию, как и Софье, хотя я ел больше нее. Я всегда говорил, что я наелся, спасибо большое, хотя я не наелся абсолютно нифига. То есть я бы еще, наверное, съел 4 таких сковородки, но мне просто Что-то он какой-то мутный, нет? было стеснение ей что-то сказать. Представить меня своей маме Вадим тоже стесняется. Ее зовут Юлия Стеснительный Владимировна, Вадим. ей 37 лет. Сколько? 50? Сколько? Не услышал. Она работает продавцом в магазине, получает 60 тысяч рублей. Он учился хорошо, я всегда им гордилась. Как это возможно? Ну, я серьезно говорю, ну объясните мне. На год младше меня. Младше. Одни 5, грамоты. У нас никогда не было с ним проблем никаких. А в 9 классе вот понеслось у них вот это вот София и Любовь. И я перестала его, если честно, узнавать. Это уже какой-то другой ребенок у меня был. Замкнутый в себе. На контакт со мной вообще не шел. С мамой у меня отношения довольно нормальные, но я ее в детстве очень мало видел, потому что мама постоянно работала, она работала очень часто на сутках, а папу А прическа как у Вадима называется? Пожилой крок? Чи как? своего я никогда не видел, то есть он ушел от моей мамы еще до моего рождения. С 2 лет моего парня воспитывал отчим, но он закрытый человек. Меня с ним Вадим тоже не знакомил. Он сказал, что показывал родителям мой канал, но почему-то тетя Юля до сих пор на меня не подписана. Моя мама увидела ее соцсеть, она выкладывала фотографии с моря в купальнике, и все открыто, и моя мама посчитала это то, что типа фу, это что? Софья ветреная и будет гулять постоянно. Я знакома только с бабушкой и дедушкой Вадима, Я которые не пойму, а на море в чем надо находиться? В шубе, что ли, норковые, чи как? его Не растили, понял. пока мама и отчим работали. Лидии Алавудиновне 60 лет. По образованию она медсестра, работает помощником воспитателя в детском саду. Владимиру Витальевичу 58 О. лет. Он красильщик в мастерской. Нам с дедом она очень понравилась. Хороший мальчик, он плохой не выберет. 17 лет пацану, ну, как бы погулять нужно. Ну, возраст такой. Окончив школу, мы с Вадимом оказались на грани Шарит дед. расставания. Тетя Саша показала мои выступления тренеру в Новочеркасском колледже. Там меня заприметила и после 9 класса пригласила поступить к ним на физическую культуру со стипендией. Ух, какая. Мама меня поддержала, и Хорошая. мы уехали из Геленджика. Поступила в колледж, так как всегда мечтала быть тренером Ну, и это воспитывать классика. детей. Я хотела пойти по Дед стопам хороший, своих да, тренеров. такой. Наш, Я честно. боялась, что отношения на расстоянии не получатся, и я потеряю Вадима. Но он решил переехать вместе со мной. Поступил в Новочеркасск на шиномонтажника и поселился в студенческой общаге. Будем выбирать, куда мы... Хорош. Ку-ку-ку-ку-ку, к нам спешат. А, Поженимся, съездим. Крути и вот так вот пальцем тыкай. Да, пальцем тыкай. Тыкай. Сомали. Турцию. Черное море, Ереван. В Ереван или в Тбилиси поедем? В Тбилиси. Тбилиси? Да. Давай после Турции куда поедем? Опять Турция. Не хочу постоянно в Турцию отдыхать, я хочу по всему миру путешествовать. Крути нормально, я сказала. Опять говорит Турция. Сахара или Сахара? Вообще Египет написано. Сахара. Что? Я не представляю свою жизнь без нее. Настолько сильно люблю ее, что с легкостью лучше согласился географию любил. переехать с ней в другой город. Мне тяжело дался их переезд. Мы хотели, чтобы он здесь и учился, и муж устроил его к себе на Господи. шиномонтаж. О. И он говорит: Вадим, работай, Вадим, ты будешь хорошие работай. деньги получать. А Вадим говорит, работа для рабов, понятно. А в дальнейшем я тебе Сахара, отдам кстати, этот шиномонтаж, и пустыня, ты будешь сам заниматься им. Ну что, Вадим сказал нет. Родители Это Вадима обиделись на сына, нормально. особенно отчим. Я не жалею о переезде. В колледже мне нравится. Я делаю успехи на тренировках и готовлюсь к защите мастера спорта. Че, мальчиков в группе много? Нет, у нас почти все девочки. Ну, тут Да? пара. Это хорошо. Но спортивную карьеру придется прервать, ведь я жду ребенка.
раз у нас случился вскоре после переезда в Новочеркасск. Ага. Конечно, я не собиралась вечно бояться маминых запретов. Ей вообще знать об этом не нужно. Мы встречались у меня после учебы, когда мамы не было дома. Первый наш раз с Вадимом случился, как у всех случается. Ну, мы лежали, целовались и... Какая-то страшилка. Вот эта фраза сама, мой первый раз с Вадимом, это какой-то ужас. И все это произошло. Мы сразу решили Произошло. предохраняться, но это закончилось печально. У меня аллергия на латекс. Очень сильный зуд, у меня все начинает чесаться, и покраснения, такие пятна появляются, напухшие. Таблетки Анальный зуд. Ладно, все, сорян. я никогда не выпью, потому что мне Вадим запрещает пить таблетки. Но таблетки, у них побочек очень много. Безлатексные презервативы, 2 штуки, 2800 рублей. Нам покупать, если они закончатся буквально через 2 раза. Какая-то пробка, которую ставят, и ты не можешь забеременеть 3 года. Тоже не вариант, потому что ставят ее по-любому, понятное дело, не за бесплатно. Поэтому мы решили, что они нам не нужны, будем сами. Через 3 Сказочный. месяца у меня случилась задержка. Я не стала паниковать, Вадим! так как из-за стресса перед выступлениями у меня часто сбивался цикл. После соревнований у меня была очень сильная истерика, потому что мы Да. там не очень хорошо выступили. И потом приезжаю домой, смотрю, а у меня месяцы должны были пойти за день до соревнований. Они не пошли. Но через месяц цикл не восстановился. Через Я месяц. испугалась и пошла в аптеку. Через месяц, Можно Карл. тест на беременность, пожалуйста? Да, можно. Спасибо большое. Вадим сэкономил. Я побежала домой скорее делать тест, пока мама на работе. Мне ужасно страшно, ведь если я беременна, что будет с моей карьерой? Я в шоке, у меня и истерический смех, и хотелось и плакать, и смеяться. Меня накрывает паника. Первым делом я звоню Вадиму. Алло, Вадим! Фотографию. Тесты скинь мне. Ты зачем? Ты мне сейчас не веришь или что? Сейчас пришлю. У меня слов нет, ладно. Я не знаю, что делать, короче. Давай встретимся, приди в кафе, пожалуйста. Там поговорим об этом всем. Я сижу в шоке, держусь за голову, не понимаю вообще, что дальше делать. Но пока не надо это все нам. Я без понятия, что делать. Как родителям будем говорить, меня мама убьет просто. Меня мама тоже убьет. Это паника, мне шок. Вадим, ты что так себя ведешь? Я не понимаю, ты мне хочешь с ребенком бросить или что? Я не знаю, что сказать. Прекрасно. Это все? Да. Я думала, что новость о беременности Вадима обрадует. Вообще я не знаю, Вадим что делать. сэкономил. Вадим выбесил меня своим поведением. Молодец. Но я не могу быть наедине со своей новостью. Маме признаваться боюсь, поэтому поговорю с тетей. А подруга нужна. Ну, это не прикол? Вы что, не предохранялись, что ли? А Вадим что говорит? Ну, он в шоке. Начинается. Звони Вадиму, будем разговаривать. Вадим, это Сонина тетя. Здравствуйте. Ну что, Соня пришла, рассказала мне новости ваши. У меня, честно говоря, слов нет. Понеслась. На вас обоих. Слов не было, когда я об этом узнал. Какие-то у вас, может быть, планы там есть или что вообще дальше? Видение какое-то ваше? У Вадиму 17 лет, он не хочет работать. Какие у него где планы? Ты о чем ты? Будущего. Не знаю, что дальше делать. Соня сказала, что вы Муравью даже не приделать. предохранялись. Но когда это все началось, мы об этом не задумались. Не знаю, не подумали. Понятно все с вами. Ладно, потом встретимся, Дебилы. поговорим. А мама знает вообще? Нет, я не знаю, как ей вообще сказать. Ладно. Мне работать надо, у меня съемка скоро. Ты не расстраивайся. С мамой я сама поговорю, я ее постараюсь подготовить, чтобы она как-то Готовить. более безболезненно это перенесла. Спасибо большое. Давай. Сказать, что это что-то ужасное или какая-то катастрофа? Нет, это не катастрофа, но это явно не то, чем должен Здорово, заниматься здорово всем, человек ребят. Спасибо за 16 лайки. лет. Нет, образования. Братва, спасибо, кто разгружает лайкосы. Крайние 2 стрима были на 24 и 28 месте. Значит, еще какой-то видос тоже в тренды залетал. Я, правда, не знаю, где тренды смотреть на ютубе нынче, но спасибо, кто топит комментариями, лайками от души. Да. Спасибо. Нет еще какого-то жизненного опыта, нет даже понимания о том, что такое Спасибо. вообще, в принципе, материнство. Чувствую себя не очень. Кружится голова, иногда Разом всё подташнивает. закружилось, Но я всё хожу в колледж, чтобы у завташнило. мамы не было подозрений. Софа. И чего? Голова кружится. Умойся, пойди. Идем. Есения – моя одногруппница и лучшая подруга. Я отпросилась с дальнейших пар, а Есю отпустили проводить меня домой. Лучшая Ты подруга. что делаешь? Тебя же тренер убьет. И так тренерша убьет. В смысле убьет? Что произошло у тебя? Беременна. Но это не повод разжираться, как корова. Ты потом сможешь вернуться в спорт, отучишься, и все.
Я не знаю. Ну что не знаю, хватит жрать. Я тебе серьезно говорю. Ты можешь это обернуть в свою пользу, развивать блог. У тебя как раз таки есть канал. Я не пойму, в 5 сезоне первый раз за предыдущие 4 сезона в 5 решили сценарист позвать первый раз в жизни адекватную подругу? Что? Что? Ты сможешь рассказывать про свою беременность. Потом, когда родится ребенок, рассказывать про ребенка. Это очень популярная Неожиданно. тема. Будешь заказывать рекламу и будешь зарабатывать большие деньги. Да, все, прикрыли лавочку. Миллионеры. Может, можно попробовать. Сказали и на Соня ютубе, и в сегодня телеге, приходила, все. такая очень обеспокоенная, очень настаивала на встрече, потому что у нее были новости. Для нас, для всех. Соня беременна. Во, подготовила маму. Вот так вот. Вот это да. Вот. Она переживает, она не знает, как тебе сказать, и говорит, может быть, ты подготовишь маму, Браво. а потом мы все вместе поговорим, потому что она боится, что ее... Браво! Блин, ну мы же обсуждали эту тему неоднократно. Ну, вроде как... Обсуждали. И я с ней разговаривала, и она сказала, что все поняла. Я расстроилась, конечно, потому что, во-первых, не время, а во-вторых, не тот возраст. Мне кажется, они до конца не осознают, во-первых, Конечно, не с чем осознают. предстоит столкнуться им. Они даже на работу никуда не устроятся. Что, Да зачем оно надо? Ну, вообще, работа есть всегда, кто ищет, тот найдет, было бы желание. Но я согласна с тем, что они Что самостоятельно она сказала, в потянут в 17 любом лет не случае. устроиться на работу? Ладно, ну ты там сильно не жести, потому что... Ну, они тоже немножко как бы под впечатлением сейчас находятся. Поэтому... Я тоже под впечатлением. Ну, просто не вовремя. Можно было чуть-чуть подождать. Она защищала КМС и должна была ехать на соревнования защищать мастера спорта. Я понимаю, что все. На всем большой крест. Очень долго к этому шли. Трудов очень много было вложено. Мне позвонила мама с требованием срочно встретиться. По ее интонации я сразу поняла. Вот он. Тетя ей все рассказала. Вот он мой хороший. Вот он мой хороший. Вот он. На лонг выходит на Дасте на 2-м. Смотрите на него. Царь во дворца сидит такой важный. На трон сел, да. Да, давай, братик, сейчас тебя сзади накроет тебя чим-чима, пожелая. Тетя ей все рассказала. Поехали. Сюда просто. Ничего не хочешь мне сказать? Нет, О чем вы думали? не знаю. Нельзя было потерпеть, подождать. Так вышло. Ты понимаешь, что у вас у обоих ваша жизнь? Теперь будете пеленки, распашонки. Готовы к этому? Да, А работать кто будет? не знаю. И вот эти вот игрульки свои прекращай не компьютерные. знаю. Все, началась взрослая жизнь. Да. А ты пошли. Я знала, что у моей мамы будет вот такая реакция. Но теперь она это все знает, и мне намного легче от этого. Ты Софья беременна? Ну, ты, конечно, сильно встрял. Как так получилось вообще, брат? Не предохранялись? Ну, это повезло, то, что тебе еще лицо не сломало. Мне было от этого стыдно. Ну, Какой-то зачем так полувялый делать? Ну, как Вадим. будто нельзя подождать, пока мы доиграем. На следующий день мама записала меня на УЗИ. Хорош, вот это хорош. Ну, катка идет. Че лезть-то? Ну, беременна, че бухтеть-то? Ну, мама пришла, ну ладно, че. Чтобы точно удостовериться в беременности. Взяла катку, заруинила. Вадима я тоже позвала. Ну и где твой время видела? Сказала, что придет. И что, сейчас уже прием начнется, его нет Чисто до сих глэк. пор. Надо подождать, сейчас. Звони ему. Здравствуйте. Извините, задержался. Очень безответственно. Так получилось. Я рада, что мама Катка, оказалась ну. не права, и Вадим пришел. Делать УЗИ все равно страшно. Я хочу, чтобы тест оказался ложным, и я смогла жить и тренироваться, как раньше. Да, беременность есть. Я вас поздравляю. Вот ваш Бинго! малыш, то есть от копчика до макушечки 2 сантиметра ваш ребеночек, Сколько? что соответствует сроку 8-9 недель. Сколько? Все хорошо, ребеночек развивается. Я вам сейчас включу послушать сердечко. Ребеночек развивается, понимаешь? А Вадим не Вот это развивается. Что-то маленькая какая-то точка Что непонятная. Я думаю, что это во мне уже Непонятно. находится. Еще и оно расти будет. Очень стало страшно. Когда я поняла, что все это не сон и я беременна, внутри меня что-то дрогнуло. Я вдруг представила себя молодой мамой и даже этому обрадовалась. Теперь нет сомнений. Я точно буду рожать, даже если... Ты на лицо вот это рядом стоящее, посмотри сюда. Ты его видеть будешь долго еще. Ты чё, мать? обрадовалась. Теперь нет сомнений. Ну, катка я там точно не буду закончилась рожать, еще. даже если придется жертвовать карьерой. Сначала была злость, но когда услышала сердцебиение ребенка, вся злость куда-то
разлетучилась. Ребятам я не стала показывать своих эмоций, чтобы они продолжали думать, что я по-прежнему на них злюсь. Но я не уверена, что Вадим из школьника превратится в взрослого мужчину и сможет обеспечивать свою семью. Ну что, поздравляю вас. Что дальше делать будем? На моей шее будете сидеть? Нет. Как вы жить собираетесь? Где собираетесь жить? В общаге. Я свою дочку беременную в общежитие к тебе жить не пущу. Надо что-то менять в жизни. Надо идти устраиваться на работу, зарабатывать деньги, снимать квартиру. Я учусь пока, я не могу. Ну, надо было думать раньше. Я учусь, я не могу. Я ни о чем не жалею. Надо как-то Подпишите встречаться, петицию. договариваться. Я понял. Тетя Галя, ну, ругается и ругается, ладно. Пусть покричит, да перестанет все равно потом. 100%. Я решила последовать совету Еси. Выложила в канал тест на беременность и рассказала, что готовлюсь стать мамой. Понеслась. Подписчики закидали меня огонечками. Большинство друзей поздравляют. Хейт прилетел, откуда не ждала. Зачем ты это сделала? Поделиться такой радостной новостью со всеми нашими друзьями. Это не радостная новость. Ну, я там А ты не боишься, что моя мама зайдет и узнает? Ты до сих пор ей не рассказала? Нет. Ну, так и рассказывай. В чем проблема? Расскажу, Я не как понимаю. увижусь, расскажу. Позвони и расскажи. Я не хочу по телефону, я хочу приехать и сказать ей. Давай я по телефону, я сейчас позвоню, я ей подойду и расскажу это все. Нет, Я сам вот этого расскажу. не боюсь, Я Вадим. сам расскажу. Я расскажу. Я Ты очень долго тянешь. Ну, потерпишь. Я говорю, я сам расскажу. Я Ну, сам. просто бесит это. Никакой личной жизни нету, и надо сидеть и снимать абсолютно свой каждый шаг, свое каждое дыхание и выкладывать это все. У нас так проблем. А раньше тут она этого не еще делала? Прибавляет. Я как сообщила всю новость о беременности, ко мне подписчики начали прибавляться. Пишут, что я вообще крутая. Супер. Только не знаю, твои подписчики, что не совсем просто в 16 лет быть мамой. Мамуль, ну что ты начинаешь там? Ну все нормально будет. Родителям Вадим сообщил? Нет. Почему? Ну он сказал то, что хочет дебил. лично им сказать. Собираетесь, едете в Геленджик, рассказывайте. А деньги где на поезд брать? Я вам куплю билеты. Мама мне подкинула хорошую идею, потому что я думаю, что Вадим дотянет до последнего. Стопудово. Просто стопудово. Здесь с матерью согласен. Вообще Под инфосотка. предлогом, что мне якобы срочно нужна справка из поликлиники по прописке, Ой, девочки, хочу отчитаться. Я давеча-то на поезде ездил. Вы знаете об этом, нет? Да. Я в основном всегда на самолетах, а тут, короче, раз. И откуда, да, из самой Сибири. На поезде, да. Ой, мне очень понравилось, да. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Да, очень интересно, очень интересно. Я правда думал, где-то по Домскому то, что поезд напополам развалится, потому что там рельсы, я не знаю, мне кажется, она одна вправо, вторая влево идет. Но ничего, нормально, я посмотрел, очень даже это. Хочу отметить, вроде как и комфортно, и удобно, да, и вагон-ресторан недорогой. Не, какой бизнес-класс? Купешка обычная. Да, на верхнюю полочку лег, да, и все, и это, я спал, мне очень понравилось. Чистенько все везде, аккуратненько, да. Говорят, там даже какой-то, это, душ есть. Я-то привык, когда вот эти ноги свисают, да. Когда взял как от Москвы до Дальнего Востока, сколько там, 9 дней как дал, можно еще 14 дать дней. Там такие ароматы в конце. у меня получилось уговорить Вадима поехать в Геленджик на выходные. Долгий путь дался трудно. Всю дорогу меня укачивало и поташнивало. Еще и с порога недовольное лицо тети Юли окончательно испортило мое самочувствие. Но ей придется смириться, что Вадим теперь всегда будет со мной. Мам, мы тебе сказать хотели, Софа беременна. Как беременная? Ну, случайно вышло так. Ну, вот это вы даете, молодежь. А как учеба? Я тебя буду отправляла учиться. туда учиться, а привез ты мне подарок, да? Я буду учиться и работать. Как ты себе это представляешь, Вадим? Ну, я постараюсь. Если что, я думаю, вы нам поможете. Мы-то поможем всегда. Вадим, ну надо как-то вам, Софа, Да, головой Вадимка. немножко было думать. Ну, так получилось. Ребенок это не игрушка. О, дед пришел с работы. Дед пришел сразу. С охоты. Приехали. Новость тебе расскажем сейчас. Ну что, у тебя скоро родится правнук или правнучка. Я за. Ну рано еще, очень рано. А деду вообще. Все приходит в свое Бог время. дал. Я, конечно, в шоке, но я почему-то в глубине души не Я верю был уверен в это. в деде. Может, там ничего нету, просто это какой-то спектакль или еще что-то. Спектакль. Поэтому приехали в Геленджик. Чисто Юлия пожилой Владимировна не спектакль. поверила в беременность. Решила, что я обманом удерживаю ее сына. Поэтому ранним утром потащила меня к своему гинекологу. Сейчас серьезно пошла, чтобы матери доказать беременность. Она пошла еще раз облучаться. О боже.
Сейчас мы слушали сердечко, сердцебиение. Да? Хорошо, спасибо. Ну, я, если честно, в каком-то пространстве. Галя, мама девочки, ребят, не она пишите, а то должна бот была в откидывает. первую очередь с ней поговорить, объяснить, что такое нужно предохраняться. Здорово, спасибо. И как можно было вообще вот Что? Та мама должна была девочке объяснить, что нужно предохраняться? Что? Что? УЗИ не облучает. Ну тогда это другое. Тогда можно каждый день делать. Да, пойду себе завтра тоже УЗИ сделать. разрешать Вадиму оставаться у них спать. Мне очень тяжело это далось. Мне кажется, Вадим не готов пока стать отцом. Не, да. Сыночек, цветочек. Ты понимаешь, что они дети, и надо учиться, какой им сейчас ребенок. Раз уже так случилось, будем оставлять ребенка. Ну, а учиться как они будут? Ну, учиться доучиться потом, когда ребенок подрастет. Где жить, как, что вообще? Юль, ну что-то будем думать, будем помогать детям. Я, конечно, вообще в шоке. Сыночка, корзиночка. Я тоже в шоке. Но я уже как бы смирилась с этой ситуацией. Но Вадиму нужно на работу устраиваться. Какая работа? 17 лет. Ну, Не знаю, какие-то грузчиком. подработки. И работать, и учиться, и как это все совмещать, я не знаю. Сложные времена, но надо как-то это пережить. Как же это совмещать-то? Я даже не знаю. Как тут я совмещал? Маленькая дома. Вадим, ты как вообще к этому относишься, что твоя беременная девушка занимается вот этим и еще и показывать на весь интернет? Да я ей уже кучу раз говорила, она меня не хочет О, слушать. боже. Я хочу на блоге зарабатывать. Зарабатывать нужно другими профессиями, нормальными. Вадим, а ты чего меня не защищаешь? Да я тебе... Ох, помню я, мне это зарядили. В игрульки свои играешь, да? В игрушки, да, в своих этих компьютерных клубах сидите. На завод, ёпта, на заводе, вот там вот, да. А это-то что ты тут? Зрение, да, сажаешь, зрение, да. 2 часа в день, 2 часа максимум в день, да. Да, вот не, вот эти вот дед твой, да, на бабе, говорит, шпалы гнул. На ком гнул? Где, неважно, она на баме. А вот ты, ваше поколение, вот и кто из вас вырастет, да. Самый конченый класс — это вы. Запомните, за 25 лет, говорит, учу, 3 года долблюсь, да. Говорит, вот вы самый конченый класс. Ну вот самый, да. Кто из вас вырастет, непонятно. Не знаю, все выросли. Все выросли, да. Кто хотел, тот вырос. Кто не хотел, тот это. Что начинается тут это? Надо нормально деньги зарабатывать. Какая разница, если все законным путем, если это нравится творчество. Девочка тем более, пусть как хочет работает. А вот сыночка, корзиночка, что с цветочком сидит? Вот это вопрос, вот это непонятно, Сам да. уже кучу раз говорил не заниматься этим. Ты не хочешь слушать разве? Я в шоке. Вот эти вот Юлины нападки на меня, не знаю. Я считаю, что если есть что показывать, это можно показать. Если бы у меня ничего не было, я бы не показывала. А так я, в принципе, никого не стесняюсь. На следующий день мы пошли к моей бабушке. Она живет Я думаю, с папой. что надо показать. Я думала, получится и с ним увидеться, но его не оказалось дома. А сообщение, что мы едем, папа проигнорировал. Ты скажешь, Давай ты. скоро тебе правнука или правнучку родим. Кошмар. Ой. Как это все будет, я не представляю. У меня даже никак в голове не укладывается. Соня, ты такая еще молодая. Ты не боишься? Да, ответственность большая. Как так получилось? Вот так вот вышло. Запланировано было. Большинству, конечно, маме придется помогать. Да, я думаю, мы Зарёкся. сами справимся. Если вы любите друг друга, мне кажется, вы осилите. Я буду о вас думать все Кушай время. салатик помогать маленький, по мере кушай. возможности. Я в общагу приедешь, будешь побелку Я, заваривать. конечно, в шоке, но я никогда не думала, что Соня так рано забеременеет. И главное, что если бы хотя бы мальчик был постарше, просто он еще сам ребенок, я говорю, ладно ты, но ты же еще можешь испортить жизнь и Вадиму. Она говорит, что мы очень любим друг друга, но я думаю, если когда у человека есть любовь, то любовь помогает страсти. преодолеть трудности. У бабушки Софы адекватная реакция. В принципе, она нормально отреагировала. Не то, что мои родители. А помните мои слова, Вадим себя покажет. Гулял бы и гулял бы. Ну, я не хочу гулять, мне Прям нравится такая такое. любовь. Да. И вообще мне София не нравится это. Одни кружочки, блогеры и все. Больше ей ничего не надо. Какая она хозяйка будет? Мы, думаю, вместе справимся. Если что, я умею готовить. Мне не надо, чтобы мне кто-то готовил. Мам, ты посмотри, он как под гипнозом. Может, это не гипноз, а просто... Это, мама, сибирские травы. Да, сибирские травы. Мне вот тоже вот мой директор постоянно что-то там варит, кашеварит, что-то там приговаривает, чай заваривает и приговаривает. Я говорю, Сабина, что там делаешь? Она вот так вот, чуфырь, блядь.
Это что-то постоянно происходит, да. Я вроде и болеть перестал, да, и помолодел лет на 20. Не понимаю, что происходит, короче, да. Как будто бы время, понимаешь, вспять обернулось, да. И она там такой-то, как это, порча, приворот. На проклять совершеннейший подход, да, формула двойного зла. В чугунке двумя руками, понял, мешает что-то. Да, но вкусно, не знаю, все едим всем домом, пока вроде живы. Одно и то же говорит. Любовь. Я вообще категорически против всего этого. Вадим очень сильно похудел. Когда вот из-под мамкиного крыла выходят и... Есть у меня еще один Вадим, да, никак с новосибирского гнезда не вылупится кукушонок, да, никак он не долетит до города Зеленоград. То погода нелетная, то мамка не отпускает, то перья не в ту сторону растут. Ну, чисто, да, Глэк. Вот ребенок Понятно у него щеки впали, вот просто щеки вот впали. истощенный. Он же до этого был 120 килограмм он веса. голодает. София, мне кажется, это немного не та партия для Вадима. Я так сам могу выбрать. Я уже не маленький ребенок, я не буду жить так, как вам нравится. Если это моя девушка, то, ну, будьте добры, не надо мне сидеть и говорить что-то про нее. Вечером в гости нас пригласил отчим. Мама по телефону ему все рассказала. Вы решили всех обойти? Моя мама тоже там 18 лет родила, да? То есть, да, это все нормально. Ну, вообще. То есть вы нас поддерживаете? Конечно. Ну, вообще. Еще как поддерживаю. Денег давай. только нет. Нужна поддержка от тебя также, чтобы ты мне Наливай. сказал, моя девочка не останется там ни с чем, да? Мы потом поженимся, распишемся. Давай, Ну, наливай. молодец, по красоте давай. Поговорим. Я так расстроилась, что отчим выпил перед нашим приходом, что даже не отреагировала нормально. на слова Вадима о росписи. Мы не обсудили свадьбу. Да все нормально. Все хорошо, Вуз? Да. Денежки хватает? Нет? Ну, надо, да? Нет, но надо. Ну, что ты мне не пишешь, не звонишь? У меня же тоже... Но нет. Какой-то странный. У меня очень много вопросов. Что тут происходит? Что у вас здесь происходит? Хватает все. Я тебе объясняла, что я тебе не пишу, не звоню. Ну, потому что пьешь постоянно. Я не постоянно. Постоянно. С 23-го года. До этого ты не пил? Ты, говорит, с 23-го года ни дня, говорит, понимаешь, говорит, каждый божий день, говорит, не просыхая. Да, ну, до этого-то, ну, в 22-м-то нормально все было, да? Нормально. Постоянно. Мне грустно стало, без вас грустно. Угу. Я ушел в штопор. Прекрасно знаешь, как я отношусь к алкоголю. Пожилое пике. Кто мечтает быть пилотом? От винта. На 3 года. Говорит, сейчас бычкаря, говорит, сейчас дам. Поехали. Да, давай. Мирись и больше не дерись. Господи Иисусе. И смех, Я и ему грех. позвонила, сказала, что мы к тебе придем. И не пей, пожалуйста, он все равно выпил, наплевав на мои слова. Мне очень стало обидно. Что случилось? Что случилось? Что случилось, Добби? Добби, надо на работу идти, денежек нет. Ребят, не знаю, сколько вас на стриме, либо сколько вас будет смотреть этот ролик. Спасибо всем огромное за лайки, подписки, комментарии. Спасибо, что топите за канал, подписывайтесь на телеграм-канал. Там, между прочим, оповещение о всех стримах. Сейчас, кстати, будем проходить игру Ghost of Tsushima, ведь уже обзор есть на канале. На кошмаре, на... Понимаешь, на хардкоре мне игра, да, вызов бросила. Я ее, как говорится, да. Да, добрый вечер будет, да. Поздравляю. Что Хорошо. случилось? Так, папа, алкаш, ты тут алкаш. Все, успокойся. Ты что, теперь со мной живешь? Все, Хватит дышать в микрофон. Все, успокойся. Мне больно смотреть на то, как она сейчас стоит и плачет. Хочется огородить просто ее от этой ситуации, просто чтобы она сейчас жила в хороших и любящих отношениях. Наконец-то выходные закончились, и сегодня вечером мы возвращаемся домой. Мне кажется, Вадим должен себя показать. С самой наилучшей стороны. Первый триместр беременности подходит к концу. Сегодня я иду на скрининг. Волнуюсь, так как могут сказать о патологиях малыша. Вадим не смог меня поддержать, потому что у него собеседование. Он активно ищет работу. Со мной идет мама. Вот ваш малыш. Здесь четко виден профиль ребенка. А пол ребенка не определяется еще? Половые органы еще не завершили свое строение. Мы посмотрим половой бугорок. Куда он направлен, вверх или вниз. Бугорок Поэтому у тебя точно вверх или сказать вниз? нельзя. С ребеночком все На хорошо. полшестого или на без Сформирован 10-12? правильно, развит правильно. Маркеров хромосомных аномалий нет. Сейчас, секундочку, я видео запишу. Опять сегодня я пришла на УЗИ. Хочу вам показать, какой у меня маленький малыш. Вот это его профиль.
Подписчики меня очень поддерживают, пишут хорошие комментарии о том, что растем. И Два количество бота, три подписчиков тоже растет. Через неделю Вадим нашел О! подработку на автомойке за 40 тысяч в месяц. нормально. После занятий я захожу к нему потусить. А чё? А я буду записывать ролики, Вадим. Отойти в другом месте поснимать нельзя? Нет, я хочу тебя поснимать, может. Можно мне не сниматься в этом? Нельзя. Иди сюда, я тебя... Почему он такой вечно такой? Он какой-то как это, такой, он, знаешь, чисто моя прелесть. Что с ним не так? Возьми, поддержи, ты ребенка задел, немножко хоть свою девчонку. Что-нибудь там угорни что-нибудь, я не знаю. Молодые все-таки. Не урони, дурак. А можно помилее как-нибудь? Как? Нет? И покрути. Что это у вас тут, ребят? А мы видео снимаем. Давайте паузу. Ну, в смысле? У нас начальник сейчас посмотрит, скажет мне, что, а я что тут должен? Как, отвечать, что за вас, что ли? Давай, иди домой, По не делу. позорь меня. Да в смысле? Сейчас начальнику позвонит, расскажет. А мне все равно, я снимать хочу. И на работе же записывать это все. Я вообще-то для нас стараюсь, чтобы потом зарабатывать на этом. Все, давай потом снимем, иди домой. Зачем ты меня втягиваешь в свои соцсети? Если ты сама снимаешься там, ну снимайся. Для чего меня вкладывать? Мне это не нравится. Я своим подписчикам стараюсь рассказывать абсолютно все. Я верю в блог, потому что если ты будешь отдавать этому делу Я верю в блог. всю себя, то в дальнейшем я думаю, что я смогу на этом зарабатывать. Анастасия Михайловна, беспокоит вас куратора Софьи из колледжа. Вы можете подойти в колледж, чтобы мы побеседовали? Могу, а что случилось? Я вам лично все расскажу. Я догадываюсь, о чем хочет поговорить куратор. Я не стала ждать следующего дня, отпросилась с работы, поехала. Укан. Подскажите, пожалуйста, что происходит с ребенком? Мы пропускаем тренировки. На те, которые приходят, нам плохо. Головокружение, шатает ее. Что у нас со здоровьем? Мы в положении. Ну давайте тогда тренировки мы прекращаем, потому что это нагрузка на здоровье и ее, и малыша. Прекращаем прям совсем или в какой-то легкой форме можно? Ну прям Нельзя. вообще. Продолжать. Вообще нельзя. Ну если вы заботитесь о здоровье малыша, тогда мы, наверное, прекращаем. Когда все случится, тогда поговорим. Жалко, конечно, соревнования, готовились, очень много сил положили, но нельзя. Да, я понимаю. Мне очень жалко тренера, потому что я их очень долго готовила. Они жили, не знаю, часов по 6-7 в спортзале. Ну, все это осталось. Ну как в прошлом. есть, так есть, что. Я с тренером с твоим встречалась. Зачем? Она пригласила меня на беседу. Она уже в курсе? В курсе. Блин, вот девочки-толпушки. Не обвиняй никого, потому что ты ведешь свои каналы, и ты везде выложила эту новость. В любом Кружочки случае, она должна была выкладывай, об этом девочки, знать. смотрите. Ну, что она сказала? Это я, Она сказала, это что мой ребеночек. Тебе нельзя заниматься Откуда тренер больше. узнал? Говорит, Почему? вот подруги, Это очень 100%. опасно для ребенка, для будущего. Ну, столько времени же потратила на это. Межфигура, вот это все. Сонь, ты же выбрала путь стать мамой. Теперь нужно позаботиться о своем здоровье, чтобы родить Путь к здорового развитию. малыша. Понимаешь? Понимаю. Спорт Самурая сможешь только вернуться есть один в путь. любое время. Родишь, ребеночек чуть подрастет. Я ему буду помогать, буду с ним сидеть, а ты возвращайся в спорт. Я понимаю, что ребенок это очень важно, это уже живой человек. А с другой стороны, и тренировки это вся моя потраченная жизнь на них. Я очень расстроилась. Как дела у бугорка? Я продолжаю ходить в колледж, но тренировки уже не посещаю. Мы с Вадимом наконец переехали в отдельную квартиру за 25 тысяч в месяц. На аренду первых месяцев дали родители, а с аванса Вадима я купила всякие бытовые штучки для уюта. Зачем тебе столько всего не нужно? В смысле это не нужно? Для Это самое чего нужное. тебе? Серьезно? Ты что, вот это вот? У тебя проблемы с головой? Сюда дай. Да. Посмотри, как это мило. Мы сейчас поставим, и оно будет вот так вот. Вот это вот для чего? Ароматизатор для дома. Это на бельгийские какие-то огни похожи. Может, ты огни. Я не читала, когда покупала. Я в смену столько не получаю, сколько ты сейчас потратила. А у нас скоро ребенок будет. На ребенка еще больше нужно будет тратить. Значит, еще больше будешь работать. Ну да, конечно. А камин ребенку понадобится? 25 на 24. Ребенок это все слышит. То есть ты не хочешь, чтобы я была рада, что ты хочешь, чтобы мы с ребенком грустили. Он хочет просто купить для ребенка, скопить что-нибудь. Вадим в кои-то веки какие-то здравые мысли сказал. Если ты все каждый день будешь тратить то, что он зарабатывает, какие нахер ароматизаторы для дома? Помой квартиру, будет приятно пахнуть. Когда не работала и не понимает, как деньги тяжело достаются. Вадим психанул и свалил. Надеюсь на поиски дополнительной подработки. Бесит. Я работаю, Софа, деньги постоянно куда-то, я не знаю. То есть надо на ребенка хоть?
Да, в том-то и дело. Все, понеслась. Как только маме прозвон идет, все, это можно вообще просто сразу. До свидания. Сейчас там сыночку корзиночку скажут. Что нет. На всякую тратит постоянно. Девочки, мальчики, только все сами, между собой. Все, как только вы съехались, забудьте нахер про всех мам, пап, всех остальных. У вас для всех все хорошо. Ссоры из избы не выносят. Все в квартире, все между собой, все спокойно. Как только начинается «я сейчас уеду», «я приеду», все, это сразу до свидания, всего доброго, пишите письма мелким почерком. Заблокирую карту и все. Заблокируй карту, о, понеслись советы. Блин, ну хорошая идея. Давай, мама. Пока. Жалко Вот, было пожалуйста. сына. Очень жалко. А может, не знаю, приворожили его. Ну, может быть, и зомбированный. Я когда-то что-то подобное где-то слышал. Вот где-то я что-то слышал. Вот не помню откуда. То ли от подписчиков, то ли еще от кого-то. Да, пытаюсь вспомнить, никак не вспомню. От кого-то помню, что-то такое было. Поздно вечером Вадим вернулся, но мы не разговаривали. А на следующий день после работы он пришел с подарком, о котором я мечтала. А для тебя кое-что есть. Смотри. Это типа букет, да, целый из липучек? Ага. Я поцелую. Ребят, рассказываю. Вадим купил липучек. Мне очень хочется ее погрызть. Ну, именно не вот эту сторону. Кого? А тебе делать нечего. В смысле нечего делать, если хочется мне что сделать. Я надеюсь, это недолго продлится. У беременных есть странности свои. Кто-то рыбу ест с яблоком, кто-то еще что-то. Ну вот, а мне хочется об липучки почесать зубы, вот так вот их подергать, пораскрывать, чтобы вот этот звук услышать. После того, как я перестала ходить на тренировки, Ясно. я стрессую, что начну резко поправляться. Поэтому стараюсь ограничивать себя в еде. А вот это Ну, зря. что ты здесь вообще набрала? Я ничего из этого не буду есть. А вот это Соня, ты зря. раньше думала только о себе. Теперь надо думать не только о себе, но и о здоровье будущего малыша. Ну, блин, ну а фигура? Салат Ну, я хочу очень думать о полезный. себе и ребёнке. Это трава вообще, ты с нее Ну, точно не разнесёт. поправишься. Что ты мне тут травы наложила? Очень вкусный салат получится. Мама, я реально на козла похожа. Смотри. Это я не буду, натурально я не вкусно, козел. полезно. Вот все. Вот ты подними, сколько вот оно весит. Вот прикинь, вот раз траву поела, два траву поела, выкладывай. Я придумала. Пойдем сейчас в мясной павильон и купим индейку. Очень полезная для фигуры тоже. Да. Что мы с ней будем делать? Запекать ее будем? Ты, да, запечешь индейку, и маму позовешь на ужин. Ну, я ж никогда не готовила. Не готовила, когда-то начинать. У тебя уже семья Помянем. будет. И шампиньоны, давайте. Мам, ну хватит накладывать, я столько не буду есть. Ну, правда. У тебя муж есть. Приготовишь Да мужа, нет. накормишь и сама покушаешь. Я не люблю готовить. Мне зачем мясо готовить, если я не буду его есть? Я буду есть только мандаринки. Теперь мне приходится возиться с этой индейкой. На самом деле это очень странно. Типа, девчонка-спортсменка, ее мать к таким годам не научила даже элементарно для себя готовить, тем более, если профессионально занимается. Любой профессиональный спортсмен, абсолютно любой, даже в раннем возрасте, он все равно понимает, как там что-то, где-то какие-то элементарные вот эти базовые всякие приколы себе приготовить. То есть он может себе приготовить еду. Это 100%. То есть, ну... Сегодня у меня откроется кулинарное шоу, буду сегодня готовить. Потом вам покажу результат. Вадим спокойно дрыхнет, а я мучаюсь с готовкой. Мог бы еще и заработать на доставку вкусной еды для меня и ребенка. Эта дурацкая индейка сгорела, и от запахов мне стало плохо. Когда мой блог будет популярным, я ни дня не простою. Вообще ее можно спалить. Как можно спалить индейку? Ты просто берешь, там написано, прогреть духовку, поставить на такую температуру. Далее подождать 20 минут. Девочки, я рыгаю. Мясо спасай! Мясо! Пойдем. Пошли. Пойдем на улицу. Пойдем подышишь. Ну почему? О, Я боже. должен и работать, и готовить, и может мне еще тогда и дома убираться, и ребенка самому рожать, чтобы А вот еще одному нормальная жить индейка, нормально там было. поклевать можно. Ковырнуть. Я заказала себе новую лампу для съемок. Мое тело сильно изменилось, и для видео упражнений нужен хороший свет, чтобы животик был красивым. У вас недостаточно средств. Почему? Как? Сейчас. Пропустите пока других, я других людей кроме. Спасибо.
Я дозвонилась до Вадима. Он обозвал меня транжирой и предъявил, что специально заблокировал карту. Мы сильно поругались. Да какое право он имел блокировать мне мою карту? Я ему не разрешала, он просто не надо. Леха все съест. Я спустя столько лет, я сейчас скажу такую вещь, с которой сталкивались, я не знаю, очень многие. И сейчас я уже стал как бы отцом двух замечательных, да, сыновей. Там вообще как бы там... Ну, неважно. Кто знает, где, как говорится, да, семя, бро, не надо. Вот. И к чему я веду? Потому что, помните вот эту фразу? Мам, я больше не хочу кушать, надо доедать. Но я не хочу, не могу уже. Ну да, папа доест. Слушай, не пойму, что-то... На, посмотри, йогурт не пропал еще, что-то дата стерта. Ну, вот папе отдай, он допьет. Я что-то так начинаю задумываться. Думаешь, может, только у меня такое было? Была такая тема вообще, чат, хоть кто-нибудь? Или в повторе кто смотрит? Было такое, нет? Папа чисто как этот, как знаешь, как волки в лесу, знаешь, которые эти все едят, просто все. Реально у всех так? Серьезно? Чисто безотходное производство. Ну, папа доест, но я говорю, можно все в один таз все смешать, просто заварить. Чисто, знаешь, такое хрючево. Жест. Нормальный. Никогда даже не задумывался. Домой я пришла злая, и вдобавок меня ждала гора грязной посуды. Там даже нет стакана, чтобы мне взять и сейчас воды. Самое смешное, что я, кстати, посуду очень люблю мыть. Меня это как-то успокаивает. Меня когда что-то жопа начинает чего-нибудь гореть, я не знаю, я иду убираться, какую-нибудь посуду мыть. У меня чистенько все. Это у меня от матушки 100%. Матушка вот это вот там, не дай бог, что-то вот так вот руками брызнул, все, ты смертью храбрых пойдешь сразу. Вместе с этим полотенцем, да, тебя прям на нем же и, в принципе, там же и повесить. Да, поэтому у меня что-то вот, меня бесило это в детстве ужасно, а потом, короче, что-то как-то я сам к этому привык, и у меня все чистенько, опрятненько, у меня тарелочки, все, вилочки, ложечки, у меня везде все лежит, и прям, я типа за стол за грязный не сяду кушать. Да, я встану, даже если там что-то где-то какие-то крошечки, там еще что-то, я протру, там все, чтобы у меня все чистенько было, да. Не, я вам серьезно говорю, да, я еще полы умею, да. Да, не, я на самом деле, я хозяйственный, домовитый, да. Не, если честно говорю, дома вообще не западло убраться, там, полы помыть, там, я не знаю, там, стекла, там, протереть, там, еще окна помыть. Я такой, я правду говорю. Могу как-нибудь стрим сделать, могу, он как раз сейчас дом достроится, могу сам весь дом помыть. Вообще не обломаюсь, честное слово. Да, всякие средства накуплю и все, и буду сидеть это. Да? Ты приготовил, ты должен был ее помыть. Я и так подтверждаю. Если вот так вот будешь постоянно посуду оставлять, друзья новые у тебя скоро будут. Что она сказала? Если вот так вот будешь постоянно посуду оставлять, друзья новые у тебя скоро будут. Да, Стасики. На, смотри. На, убирай. Да убери, Вадим. Держи. Смотри, как скоро появится. Так это ты не помыл. И что? Ну смотри, вот из-за тебя и появится. Да, Вадим, убери. На, смотри до конца. Не нравится? Все, бери мой тогда. Ну, хочешь делать не надо. Буду. Я тоже этим заниматься не буду. Ты что ты творишь? Отсюда. Я теперь из принципа просто не буду мыть посуду. Если он не хочет ее мыть, пускай покупает новую. Не хочу его вообще сейчас видеть. Пусть сидит дома с грязными тарелками. Ну, ты же понимаешь, на него нагрузка какая? Да, у меня накипело уже все. Я понимаю, но все равно нужно учиться друг друга слышать, друг другу уступать. Дома гора посуды, ему еще дома работать, получается вообще, то есть никакого Ну так просвета подожди, нет. он же ее испачкал. Почему за собой не забыла помыть? Сонь, ну вы живете вместе, у вас семья. Какая разница, кто испачкал? Да, он же эти деньги заработал. Почему он тебе тогда их давать должен? Ну, такая же логика. То есть, да, как будто бы... А где здесь здравое какое-то зерно? Когда вы на порожек зашли, дверку за собой закрыли на ключик в съемной квартире, в своей, неважно в какой. Конечно, в съемной, скорее всего, у молодых ребят. Я так же. У меня так же было. Мне нечего даже это. И пожили на съемных квартирах и ни на одной, ни на двух. А дай бог, нормально помотались, вот. Прежде чем там уже что-то как-то, что-то где-то. Да. И больше хочу сказать. Как только вы перешли порог дома, все проблемы становятся общими. Тарелки грязные, общие, и деньги общие, и все у вас общее, и проблемы у вас общие. Не если только вы начнете разделять, а это его, а это мое, все, шляпа усатая, сразу можно расходиться. Все вместе, только вместе везде. Еще он мне потом еще добавил, что я должна вообще блог свой закрыть, не вести канал, ничего. Открывать блог закрывать не надо, все-таки это как бы занятие, занимайся, но уделять внимание дому тоже обязательно надо. И, кстати, насчет блога, я вообще думала у тебя заказать рекламу. Да блин, круто. Пусть это будет для тебя такой как бы небольшой мотивацией, чтобы ты дальше росла и чтобы это было только начало. Блин, а дальше круто, больше. Спасибо тебе большое. А я вот так и знала, что у меня будет первый заказ, то что я уже скоро принесу деньги домой. Вот теперь посмотрим, кто кому нос утрет. Когда я вернулась домой, Вадима уже не было, зато вся грязная посуда осталась. В гости пришла мама.
Вот сейчас, если мама адекватная, она дочке такой валит просто прям жесткой. Чего с квитанции не оплачено? Посмотри. Я не знаю, как их платить. Это что у тебя такое? Белье. А почему оно здесь? Мне не постирала. А вот это что такое? Посуду выбросила. Зачем? Ну, Вадим напугал меня, что тараканы будут. А помойки судьба? Я Вы испугалась каждый раз сильно. будете покупать посуду, есть и выбрасывать ее? У вас денег столько? Нет. Дочь, мне кажется, вы не можете жить вдвоем. Рано вам пока. Иди собирай вещи, поедем домой. Мам, нет, ну пожалуйста. Белье не стиранная гора, посуда не помыта. Квитанции оплачивать не умеете. Поехали, я тебя буду учить. Все, давай, рано вам еще жить вместе. Поехали. Не надо, я Вадима люблю. Любишь, значит, иди вставай, запускай машинку. Начинай стирать, мыть посуду и давай что-нибудь поесть приготовь. Давай, 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 давай. Че сидишь? Или поехали домой? Все, я иду стирать. Давай. Я правда думала, что меня сейчас мама домой везет. Я так испугалась, я теперь Домой всегда буду все везет. делать. О, пошел прогрев от матери. Красиво, Весь уважаемо. день я натирала квартиру. Уже поздно, а Вадима все нет. В соцсетях я увидела, что его друзья выложили кружок с их тусовки. Вадим меня не понимает, стал как будто другим, не таким, каким был. В отместку я решила снять провокационное видео с ярким мейком и в сексуальном боди. Пусть Вадим увидит и побесится. Алло, мам. Вадим, твоя София совсем с катушек съехала. Поговори с ней, что он на нашу семью позорит. По всему интернету показывает свои голые видео. Сейчас я с ним поговорю, мам. Что случилось, брат? А что? Покажи вообще, что там такое. Ну ничего так. Я вообще просто, не вижу тут ничего такого. А маме это не нравится. Если есть что выкладывать, то можно и выложить, в принципе. Всегда что-то Я бы выкладывал вообще это все мать. подряд. И постоянно будет что-то не нравиться. Переживаешь же, братан. Берет и выкладывает кружки свои голые, в трусах, в каких-то полуобнаженных лифчиках. Очень бесит. Чего? Полуобнаженных лифчиков? Вадим пришел поздно ночью. Утром я его еле добудилась доброе и утро. выпроводила на работу. Но вдруг через час он вернулся. А ты что приперся-то? Меня уволили. Почему? Ты видел, как я видео пришел? Ну, а зачем ты вчера вообще нажрался? Кружки твои. В смысле? Ты прекрасно знаешь, зачем и почему я это делаю. Мне это нравится. Ага, мне это не нравится. Все? Ребят, попрошу вас проголосовать. Если парень не хочет работать, что делать его девушке? Первое, срочно с ним расстаться. Второе, помочь найти ему нормальное место. Или работать вообще, в принципе, самой. Голосуем. Слушай, что мне подписчики отвечают? Порчканарем. Бросать 100%. Блог свой лучше бросай. Потом пишешь, что у нас случилось. А что у нас случилось? Ничего хорошего. А что плохого? Ты вообще, в принципе, даже не можешь на работу проснуться, нормально встать. Это было один раз. Будет и второй, и третий, и четвертый, Но Вадим. пока же не было, найду новую работу. Пишешь, чтобы я тебя бросила. Я работаю, у меня зарплата 200 тысяч. Готов принять тебя с ребенком. Го. Что ответить? Вперед. А, то есть все, да, я могу катиться. Да. Приятно слышать нам такое с ребенком. Я пошел с ними просто потому, что уже накипел, уже просто прихожу с работы, мне надо еще что-то готовить, еще посуду надо мыть. И все, я решил просто пойти отдохнуть. Блок в личке или что это? Что С это Вадимом мы происходит? до сих пор в ссоре. Я ужасно переживаю за фигуру. И решила Они реально не могли какой-нибудь канал завести маломальский? Почему и в личке кто-то пишет? снова посещать тренировки. Но умолять педагогов оказалось бесполезно. Меня отправили на скамейку. А ты чего здесь? Пришла посмотреть, как. Тут я очень, по-моему, скучаю. Как дела у тебя? Как самочувствие? Да, у меня самочувствие еще, знаешь, ого-го. Вес набирается? Уже видно? Да, ты стала такая миленькая. Неправда. Округлилась, щечки появились. Неправда. Смотри, я даже на шпагат до сих пор сажусь. О боже, какая ты дура. Может, тебе не надо это делать? Даже колесо могу. Соф, не надо, ты в Да всё положении. нормально. Ой, идем в медпункт. Вещи только мои забери, пожалуйста. Она, конечно, подруга из себя так себе. Почему она мне говорит то, что у меня щечки, и я подвергла себя опасности и ребенка? У меня так сильно разболелся низ живота, что в травмпункте вызвали скорую и отправили в больницу. Какая будут же ты делать УЗИ. конченая! По срокам уже проходит второй скрининг. Пришлось звонить Вадиму, мириться с ним и просить привезти мне одежду. О, боже! А еще подготовить конверт для гендер-пати.
Сейчас было на данном сроке все хорошо. Ребенок соответствует сроку беременности, никаких аномалий развития, проблем, ничего нет. Ваш ребенок лежит к нам лицом, очень хорошо видно губы, посмотрите нос, на экране уже видно очень хорошо пол ребенка. Можете, пожалуйста? Есть конверт, там 2 стикера. Вадим! Розовый и синий. Можете наклеить тот, кто у нас? То есть вы хотите для гендер-пати, Да. чтобы я вам не говорила пол сейчас, хорошо? Спасибо Гендер-пати. большое. Блин, у нас во Господи. всей семье одни мальчики. Хочется вот просто девочку. Ну, Одни мальчики, а мужчин нет! Одни Вадимы! Что ж такое-то, а? Ну где они красивые, бородатые? Что это как коленка голые? Это где? Поросль, где твоя? Челка еще какая-то придурковатая. Взял горшок на голову, одел, постригся. Где? Мужчин не хватает! Хватит это терпеть, женщины! Долой Вадимов! Да здравствует Папа Харт! Эволюция, девочки! куколки, всякие разные туфельки, платьюшки. А мужики просто ваши туда придут, все вам поодевать дадут. на нее, посмотреть, какие будет красивые идти. Просто маленькая принцесса будет, похожая на маму. Врач сказала принимать железо и исключить физические нагрузки. Тренер позвонила маме и сообщила о моей госпитализации. Теперь я должна брать академ, иначе меня отчислят за этот поступок. Пришлось признаться родителям и в увольнении Вадима. Нам нечем платить за квартиру. Что случилось-то с тобой? Что не так пошло? Да я один раз с друзьями захотел пойти прогуляться. И что? Надо было прийти домой и проспать работу? Я не хотел просыпать. Пора уже подрасти и понимать уровень ответственности. Она все время плачет из-за тебя. А она беременна, между прочим. Ты знаешь, что нельзя нервничать? Да. Да ладно, все, хватит. Мы с ним Гарпии уже накинулись. помирились. С таким трудом Вадим нашел работу в его возрасте. И вот так взять ее и я считаю, что это что-то ужасно. Слушай, мне кажется, они вообще не готовы к взрослой жизни. Они молодые еще. Понятное дело, опыта только Понятно, набирается. молодые, они захотели повзрослеть рано. Надо же взрослеть. Захотели. Ну, они будут Хватит взрослеть, скрипеть там наверное, перед же подъездом. поэтапно Ну-ка давайте, всё-таки. А с помогайте работой лучше. что? А с работы я могу помочь. Ну, могу помочь подыскать ему что-нибудь хотя бы на первое время. Я думаю, что у меня получится. Помоги. Поспрашиваю. Если можешь, помоги. Вадим пропустил много занятий, и ему пришлось взять академ. На учебу нет времени, надо искать работу. Пока моя мама оплачивает квартиру, а его Да. дают деньги на жизнь. Можно, пожалуйста, крем от растяжек? Да, конечно, 1300 рублей. А подешевле нет ничего? Вадим, ты чё? Подешевле будет 800 рублей. Эти деньги можно в кафе сходить. Ты нормально вообще? Я в шоке с тебя, Вадим. Я просто сейчас отдам эти 1200, она ему Вадим, я в шоке с тебя. Я даже в шоке с тебя, Вадим. один раз помажет, скажет, ой, а он не помогает мне, и все, и поставит его обратно. На эти 1200 можно купить и суп приготовить, борщ приготовить, нежели покупать себе какой-то крем. Вадим, я зла на него. О, боже. Через пару дней пришла тетя с хорошей новостью. Она нашла Вадиму работу бариста в кофейне за 60 тысяч в месяц. Маленькому мальчику работу нашли. Сейчас Вадимка бариста станет теперь. Это вообще 2 песня. недели Вадим работает бариста. Так. Ему нравится. Но мне грустно, что он зависает там допоздна. Я слежу за ним по постам кофейни в соцсетях. Что это? Что это такое? Все, поехали. Это что вообще было? Я даже комментировать это не могу. Какая-то странная реклама. Я не понял ее посыла, ну ладно. Сейчас же пойду в это кафе и заставлю Вадима Поехали. за все ответить. Это реклама была. Какая реклама? Меня начальница попросила помочь. Ничего такого нету. Ничего такого нет. Я твоего ребенка нашел, Вадим. Я сейчас сижу дома, а ты здесь Так не сиди дома, займись чем-то на удаленке. Я не знаю, блоги, влоги, там, деньги где? Нормально тебя все устраивает. Да, что такого? Я ничего особо в этом не Господи. увидел. Из-за чего сейчас можно стоять и плакать? Давай я тоже пойду с мальчиками. То же самое сделаю, нормально будет? Ну так сделать, и когда тебя попросили по работе, это разное. Ты это будешь делать на зло, а я же не на зло тебе это делал. У меня за это премия будет. Как раз на эту премию я тебе крем от растяжек куплю. Ты сейчас это серьезно говоришь? Да. И во-вторых, премия можем уже. гендер-пати сыграть. Ну, все равно, чуть-чуть осадочек остался.
Я волнуюсь, что Вадим может заглядываться на других девушек. О боже, Из-за беременности- это было бы странно, если бы молодой пацан не заглядывался в этом возрасте на других девочек. Вот если бы он начал заглядываться на других мальчиков, вот тогда бы это было очень странно. Но когда чел в 17-18 лет смотрит на других девочек, то как будто бы какие вопросы-то? Я становлюсь менее Что, глаза привлекательной. закрыть? Вообще, знаешь, я сейчас очень сильно переживаю. Из-за чего? Ну вот ты представляешь, я рожу, у меня, блин, целлюлит, ляжки, сиськи вот такие вот будут. И вообще, Вот такие мне кажется, надо посмотреть. что я грудью кормить не буду. Ты думаешь, что тебя Я Вадим поддержу. бросит? А почему нет? Как я вообще выглядеть буду? Нормально ты будешь выглядеть. Ты Да это молодая, будет страшно. спортивная девушка. Ты тем более, если он тебя бросит, ты что, другого? Вообще, это никогда этого не парьтесь. Очень быстро при желании приходят в отличное состояние. Как говорится, было бы желание, девочки. Так что выглядеть можно замечательно. Куча примеров абсолютно. И очень многих таких знаю, которые прекрасно выглядят после родов и ни одного, и ни двух, и ни трех даже детей. Замечательно выглядят, без шуток. Найти не сможешь. Ты знаешь, другие другими, а Вадим у меня такой один. А У тебя Вадим очень один. много поклонников. Вот слышали, чат? Вы слышали? Вот вы думаете, почему мы 8 лет с Вадимом дружим, с моим лучшим другом? Потому что другие это другие, а Вадим он один. Точно найдешь еще себе такого. Одеваешь вот так вот кофточку, а потом вот так, опа, и все. И сюрприз. Еще вот это вот. Конец беременности меня очень сильно пугает, потому что в конце беременности многие начинают очень сильно набирать вес, и их расплющивает. Как и обещал, Вадим с премией подарил мне дорогой крем. Мы решили не ждать объявления пола Вам премия и выбрать косарь, что ли? нашему малышу одежду нейтральных цветов. С ежиками мне нравится, мило. Давай дальше. О, смотри. Ну, это уже перебор, 74. Это ты так думаешь. Дети быстро растут. Вот, смотри, какой маленький. Типозички. Ой, соски. Сосок надо много. Зачем, Вот если ему не такую. понравятся соски? Понравится. Легко. Ну, потому что он красивый, Вадим. Ну и что? Ой, так и скажи, что тебе денег жалко. Это тоже Не выберем. помню, как соски. Как же назывались соски очень крутые. Вот они подошли. Не помню, как соски назывались. Я их вспомню. Если увижу где-нибудь, то скажу. А так не вспомню. Какая-то, короче, хорошая тоже Ну, была. пошли. Лишь бы потратить деньги. Вот просто она же не смотрит, что надо. Какая-то- По списку какому-то там, я не какая-то знаю, фирма, сделать я не списочек, помню, что как нужно, что не нужно. Просто вот так вот идти, вот так вот рукой Авентовские соски. Авент, вот, точно. метать абсолютно все себе в корзину и покупать то, что, ну, реально ребенку вообще не надо. На гендер-пати мы пригласили родных из Геленджика. Тетя Юля без предупреждения заявилась на 2 дня раньше праздника. Вадим дома? Не, Вадим на работе. Может, чай мне предложишь? Давайте. Вадиму покушать приготовила? Нет, у нас Вадим готовит. Угу. Вадим работает целыми днями, еще и приходит с работы, кушать готовит? Да. Чем тут занималась целый день? Влог снимала. Ясно. Стаканов нету чистых. Стаканов нету чистых. Ну ладно. Да вообще, какая Не разница? нужно. Ты о Вадиме подумай. Тебе его не жалко? Давайте вы меня не будете учить, как мне жить, что мне делать. Ну да, он же работает, Жесть. чтобы прийти еще и посуду помыть за тобой. Ты сколько дней ее не мыла уже? Да это со вчера еще. Галя должна была научить Софию элементарным вещам. Ну, я думаю, если бы Ну, София чё-то вообще любила бы трэш. Вадима искренне. Не-не-не, это не духота. Вадимка-то у нас смирился, начал сам себе готовить. Ну, чисто сутки отработал, пришел еще, пошел готовить начал. Да, это блоги снимает. Ну, приготовить-то нереально практически, да. Ну, она б немножко поберегла его. Жесть. На самом деле, готовить. Сегодня у нас гендер-пати. Ребят, взял морковочку, раз на терочке, быстренько. Трын-трын-трын-трын-трын, лучочек. Чик-чик-чик-чик-чик. Раз быстренько обжарил, понимаешь, чик-чик-чик, аккуратненько. Раз. Гречечку, раз. Уже в пакетах придумали гречку. В пакетах. Понимаешь, не ошибешься. Пакет бросил, время засек, раз достал, потом гречку раз в плошечку высыпал, раз туда вот эту зажарочку, раз все перемешал. Ой, курица то же самое, но духовочка есть, духовочка, да, согласитесь, скоро. Вот так вот взял, эти бедрышки купил. Да, можно и окорочка, да. О, поехали. Но после визита тети Юли настроения нет. За столом она продолжает строить из себя босса. Все мои друзья сразу загрустили. А можно нам местами поменять? Тот сюда поставить, а это ты? Галя, тебе не раздражает то, что дочка постоянно в телефоне сидит? Не раздражает. Она
Будущий блогер. Что это за профессия такая, блогеры? Я понимаю, учитель, врач, повар. А это что? А это современная молодежь. Ну да, нам этого не понять. Ну да, тебе в твои 35 не понять! А, нет, в 50, извини. Просто перепутал. Давайте мы все-таки сделаем то, ради чего мы сегодня сюда пришли. Давайте все-таки решим, кто у нас будет. Пойдем вместе узнаем. Нет. Сам идти не хочу. Настроения нет. Девочки, надо селфи! Я согласна. Это очень... Если, как там говорится, если еда, то, что ты ешь, не снял на телефон, значит что? Значит не ел. Не зафиксировал, значит не ел. мило. Это очень приятно. Я не знаю, Нам, что блогерам. еще как сказать. Вы такая няшечка-стесняшечка. А теперь давай узнаем. Давай. Давай. Прикольно. Прикольно. Корсар 10-й. Крыша только. Бам! И он испарился. И от кафе просто одни рамы остались. Корсар 54. Ну, похож, кстати, нормальная петарда. О, Он синий. Мальчик, ребята, мальчик. Поднос может такой. Есть поднос? Разнос. Все понял. Не сказали тебе в лед. Вадим, ты дебил. А на улице нет? Выйти это сделать? Надо выйти. Мне тоже посидеть Чтобы нас затравили всех. Из-за того, что я уже сделал ей предложение, у меня начали как-то трястись руки, переживания. Я забыл, что нельзя шашку эту сувать в лед, поэтому пошла такая реакция. Я представляла не так себе свою гендер-пати. И я думала, что будет там красивый дым, шарики. Ну, в принципе, это все и было, но я не думала, что будет вонять на все кафе. Нормально, нормально. На улице, да, очень сложно это сделать. Утром моя будущая свекровь уехала, и дышать стало легче. Могу спокойно пообщаться со своими подписчиками. Контент с гендер-пати удачный по просмотрам и реакциям. Фолловеры выбрали имя нашему сыну Мирон. Могу спокойно пообщаться со своими подписчиками. Контент с гендер-пати удачный по просмотрам и реакциям. Фолловеры выбрали имя нашему сыну Мирон. Подписчики имя сыну выбрали. Вадим, ну ты... Я сделала еще несколько крутых фоток, хочу сегодня запостить. Вадим. Что ли? Мне сюда телефон. Тебе не нравится? Полуголая? Ты не будешь такое присылать? В смысле не буду? Не будешь. Буду. Не будешь. Буду. Я считаю, что если есть что показывать, можно показывать. А, то есть тебя подписчики сейчас попросят, чтобы ты им прислала там свое вообще полностью обнаженное, ты такая, ой, ну да, это же контент, надо прислать. Я тебе уже тысячу Всё, раз ты не говорила о будешь. том, что я хочу зарабатывать для нас деньги. На таком-то заработать. Радость моя, ну тогда тебе надо не блог свой вести. Хотя он отчасти тоже блог называется, да, есть другие специализированные сайты, на котором, да, может, так скажем, рекой палиться, да, бюджет семейный. Зарабатывать деньги не будешь. Алло. Что там? Что-то мне приехало. Просто так. Вадим. Поехали. Твой лайк. Что это? Терпи, Вадим! Терпи, братан! Вадиму надо тоже свой блог завести, назвать «Терпильный уголок Вадима». Да, замечательный блог, я бы подписался, посмотрел. Глаза От кого свои. это? Да, видимо, от мальчика какого-то. Который хочет, чтобы, видимо, вот я записывала. Хорошее качественное видео для них. Мне О, они... Руки убери свои. Тим, Убери. ты куда ты понес? Это не тебе прислали, это мое. Куда ты пошел? Ай. Все, давай домой. Вадим! Все. Не толкай меня! Давай. Да Вадим! Откуда подписчики адрес знают? Вперед.
Какие парни, какие поклонники, это тупость, я не знаю, у меня нету слов. Сама должна понимать, что ты... Да не, ну это бред. Вот вопрос, откуда они адрес знают, вот это главный меня прям терроризирует. Он уже был у нее дома, а ты хорош. Беременная, тебе надо сидеть дома. Понимаешь, что сейчас твоя главная задача — это сохранить ребенка и чтобы он вырос нормальным. Мне Какой отчим дома был? очень обидно. Мог сам мне хотя бы даже что-то купить, но не купил. Мне купили другие. Микрофон был, чтобы у меня нормальный звук был. А Микрофон? Солнышко, а ты куда хочешь блог вести? он взял это и выбросил, как ни в чем не бывало. Я могла с хорошим качеством там снимать, все было бы вообще супер. На меня бы начали подписываться люди. Вечно Вадим все портит. Сегодня у нас фотосессия у Саши, а у Саши. меня нет настроения. А лица можно сделать, какие-то более радостные? У вас фотосессия все-таки. Да он мне достал. Меня сама достала. Она выкладывает в свои соцсети всякую А он вообще мой подарок выбросил, ничего никого не смущает. потому что и мальчики всякие подарки дарят. Да потому что ты мне сам внимания не уделяешь, ничего не даришь. Мои подписчики замечают, что ты мне подарки не даришь, вот поэтому они мне Наверное, начали подписчики дарить. не замечают то, что я на работе постоянно нахожусь. Все, ребят, давайте мы Это успокоимся. другое. Сейчас то, что у нее там вот эти истерики, это гормоны. Ты же понимаешь, что это все временно, это пройдет. А у Вадима ты тоже должна понимать, что у него работа. На него сейчас ответственность свалилась огромная. Нужно немножко где-то уступать все-таки друг другу. Смотри, счастливая молодая семья. Сейчас его найдем, вы встанете поближе друг к другу, и мы с вами 2000 лайков. Сколько? продолжим. Они бестолковые просто. Что может дать ребенку человек, который сам еще Спасибо. ничего об этой жизни А они не сейчас, знаешь, как нагонят там, когда видео выйдет. О. знает? Хотелось бы, конечно, Они чтобы могут. они начали друг другу уступать, тоже начали слышать друг друга. Сегодня у меня 3-й скрининг. Доктор скажет предположительную дату родов. Тогда мы сможем назначить день свадьбы. Малыш на 30 недель 4 дня весит 1 килограмм 665 грамм. 54,3%. 54%. Хороший вес. Врач сказала, что я дохожу до 40-й недели, несмотря на то, что плод уже достаточно большой. Ребенок огромный просто. Меня это пугает. Я не знаю, как я буду его оттуда, как он оттуда вылезет. Вадим, это что не в духе? Я со своими влогами выкладывала свое голое тело просто на общее обозрение. А потом я еще Вадим ко всем жалуется. для съемок. Вадим ко всем жалуется. И написали: ты секси, давай снимай дальше. Ну а ты не думал с ней в блоге участвовать, чтобы меньше комментариев было? Поняли, что у нее есть молодой человек. Господи, какие адекватные люди в этом видосе, а? Вот 5-й сезон, 1-я серия, это, я не знаю, это мега адекватные какие-то знакомые попадаются. Да ну, это идея. Ну почему? Наоборот, лучше же будет. Все сразу отстанут, перестанут тебе писать. Не знаю, в принципе, попробовать можно. Подготовка к свадьбе хорошо влияет на Вадима. Он опять стал заботливым и романтичным. Обещает пойти на роды. Даже без Ой, дебил. скандала согласился записать со мной видео для канала. Я, конечно, всегда был против этих всех съемок, этих всех кругляшков, но чтобы отвадить всех ее поклонников, я решил сниматься с ней. Единственный выход с этой ситуации, может, всегда у нее поменяется контент в лучшую сторону. Мы решили отпраздновать свадьбу в Новочеркасске. Здесь есть возможность со даже скидкой ничего сыграть говорить не ее буду. в кофейне, где работает Вадим. Мы хотим тихий вечер в кругу самых близких. Поэтому поехали в Геленджик, чтобы Адекватно, пригласить кстати. родных. Но родители Вадима все испортили. Почему Юля не может сделать для нас в этой жизни вообще Я без ничего? понятия, это не значит то, что сейчас стоять и плакать надо. Почему моя мама должна ехать, бросать работу, бросать все, чтобы А почему моя мама должна ехать, чтобы ее уволили? Зачем? Или только твоя мама могут уволить, мою нет? Зачем ты Что происходит? только про себя думаешь и про свою маму? А? Не в том дело, что там сработает или не сработает. И что мне нужно делать? Переступить через него, сесть. Так, одну секунду. Со свадьбой так не работает немножко. Рассказываю, как у нормальных людей это работает. Мама, папа, жучка, внучка, друг, товарищ или просто... Неважно кто, вы просто отправляете приглашение на свадьбу. Приглашение на свадьбу. Такого числа, там-то состоит свадьба. Все, кто захотел, тот приехал. Относитесь к этому вообще спокойно. Да, просто те, кто не приехали, сразу в блок ЧС просто пип, без уважительной причины. До свидания. Работа, кстати, такое, не знаю. Можно всегда подгадать, подмениться, замениться, потому что это все заранее планируется, и можно всегда найти какой-то вариант ответа за свой счет взять в конце концов. На 2 дня.
Ну, типа, не знаю, всегда можно найти варианты какие-то. Здесь поехать, Вадим, ну ты же знаешь папу. Если он сказал нет, значит нет. Здесь не в том, что я этого не хочу или я... Вот нет. Не устраивайте никаких истерик. Вообще насрать, сколько народу пришло, вообще спокойно отнеситесь. Мы с Вадимом как Ромео и Джульетта. Его мама меня не любит, а моя мама его не любит. И наши мамы друг друга терпеть вообще не могут. Юля вначале что-то обещает, а потом это свои действия вообще не выполняет. Вначале пообещала одно, а потом оказалось, что она и это не выполнила, и то, что она пообещала после этого. Какие-то все адекватные, что ли? Только ради бабушек и дедушек, которые дальнюю дорогу переносят Бля. Что такое? Это что такое? Это он на росписи пришел в сланцах и в шортах? Ля. Ля, Джеки Чан что делает? Этот в кроссовках. Мое почтение. Я вам просто поаплодирую. Молодцы. Бам-бам-бам. Я балдею. Только ради бабушек и дедушек, которые дальнюю дорогу переносят Господи. трудно, я согласилась расписаться в Геленджике. Дедушка Вадима взял на себя все финансовые расходы. А вот он сидит. Вот это да, вот это машина. Футболки. Я планировала скромное, стильное мероприятие на берегу моря, а свекровь сделала все по-своему. Пригласила всю родню и устроила старомодный банкет с тамадой и конкурсами. О, с конкурсами наша тема пошла. Засуньте в бутылку карандаш. Как в Горько. Горько! Маленьким уютным миром. Ой, какая же это вообще полная, господи, просто расписались. Пожалуйста, услышьте, расписались. Просто фату ей возьми в чемодан, прям положи и прям с ЗАГСа. Карибы, я не знаю, Доминикана, куда хочешь на эти бабки просто. И побудьте вы вместе, побудьте вдвоем. Намутите там фотографа. Вот это будет настоящая свадьба, которая вам запомнится. Вот это вот бежит, у нее фото развивается, песочек белый, да. Это щекочет весь во всех местах. Ой, вот это да, а вот это собрать денег столько. Дебилы кредиты берут на свадьбы. Кредиты, понимаешь? Кредит, ёб твою мать, на свадьбу. Может быть, говорит, с подарков окупится. Но это ж просто добрый вечер. И ради чего? Горько! Кто эти люди все на свадьбе? Кто они? Кто все пришедшие? Я их понятия не имею вообще. Вот сколько я на свадьбы разные ходил, я не знаю. Я говорю, кто эти люди? Он говорит, я первый раз их вижу. Я не знаю, кто они. Просто пришли пожрать, и поблевать, порыгать и кого-нибудь, может, какой-нибудь драку затеять. Все, конец. Смысл этого? Пожалуйста. Для каждого из вас. И каждый день будет наполнен любовью, уважением, благополучием, душевным теплом. Ах, Вадим. Мы просто хотели чисто расписаться, пойти погулять с друзьями, отдохнуть с ними вместе. Не хотели никакой ни свадьбы, ни банкетов, ничего. Ну и в итоге просто остались с родителями опять какой-то заперти. Родители для тебя свадьбу сделали. Юля мне испортила всю мою свадьбу. Получилось, что для себя она сделала праздник. Я даже очень сильно из-за этого расстроилась, даже хотела прям зареветь. Приходят гости, их нету. Они на набережной. Я за ними бегу, зову их обратно. Ну, я не знаю, я бы ничего не стал говорить. Знаете, когда женщины себя так ведут? Хотите, скажу? Когда вот такие борзые становятся. Когда рядом нет бородатого, красивого. Вот такого вот, чтоб... Приходят другие гости, их опять нету. Я опять бегу. Женщина, пусть молодые погуляют. Вот так вот, когда кто-нибудь сказал, тогда да, а не вот это все. Что нам было сесть и сидеть на стуле, блин, все время. Когда у нас была Но свадьба, дети. я говорил, что мы не хотим никаких ни банкетов, ни Вообще ресторанов, ничего не ничего. хотели, мы Изначально, хотели как вдвоем даже свадьба расписаться, еще и не всё. была. Хорошо, то есть вам все, всего. что сделали, вам это не понравилось все? Нет, потому что они уже 3 раза говорят нет, потому что они хотели по-другому. Да понравилось, не понравилось, это уже все прошло, это ладно. Уже забыли, Типа- приехали. Просто они дети, и надо понимать это, что встречать бабушек, дедушек, которые приходят поздравлять,
детям это не особо интересно. То есть я хотела сделать как лучше, а получилось, я сделала как хуже, да? Да. Получилось Нет, уже, ну, как получилось. Итог какой? Виновата в этом я, да? Да, причем Виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я, что люблю, а виновата... Откуда я эти песни знаю? Знаете откуда? Вот закончу стримерскую карьеру, пойду, да, пойду тамадой пойду. О, начнется. Вот это да, вот это понесется, да? Ну согласись, да? Ну. виноваты. Да, никто ни при чем. Юль, просто сделали истерику непонятно из чего. Согласись, да? О, а? Ах, у меня все эти песни старые знаю, да? Бабулечки у нас пели, за столом сидели. Мы тоже втыкали, да? Все нормально, все, дети поженились, все сейчас все прекрасно. Какой песочек там, где сзади сыпется? Что это рассказываешь? Да, ага. Счастье-то не в этом на самом деле. Ну, это очень некрасиво, очень. Мы пригласили очень много родственников. Это просто неуважение к нам было. Дети отнеслись к этому, видите ли, не так, как она ожидала, потому что она за счет дедушки решила всех своих друзей позвать, всех своих родственников, всех, и все погуляли. А детям она вообще нафиг не надо было. И, конечно, дети были заняты своими друзьями, а не встречей гостей и родственников Юли. Я их прекрасно понимаю. Через 2 дня мы вернулись в Новочеркасск. Нет никакого желания. Ребята, а вы бы меня позвали тамадой? О, началось бы. О, к нам приехал наш любимый дядя Леша, дорогой. И я с баяном, с голым торсом, с бородой наклеенной и с усами, как у Якубовича. О, ребята, там, да. У меня полный, кстати, есть полный карт-бланш, так скажем. Да, машины есть, цыгане есть, да. У нас вон в Тверской области, вон их в Клинском районе до хер матери. Кого хочешь. Хочешь с медведем, хочешь без медведя. Да, драку вообще организуем без проблем, да. Ты слишком дорогой там, да. Чё это дорогой-то? Для подписчиков скидка 54%, да. Больше видеть свекровь. Я думаю, она вообще хотела сорвать свадьбу, но у нее не выйдет рассорить нас с Вадимом. Теперь я официально его жена. А что? Тамада. У нас бы конкурсы, знаешь, какие были? О. Беременной тяжело. Я прочитала в интернете, что некоторые физические нагрузки, не акробатические, могут безопасно приблизить роды. Теперь бегаю по лестнице и делаю растяжку. Бегаю по лестнице? Вот так вот засыпать. Он будет вот. Или не тут, или вот тут. Ну, будет возле окна спать. Да, живот большой Ты сам будешь возле окна спать. Нет, я буду спать возле сыночка своего. Мне сыночек Урбина все сдавливает. Сейчас задохнусь. Сыночек, давай не будем сдавливать мои органы. Давай, сыночек, на выход. Я очень устала уже ходить с этим огромным животом. Я всеми способами пытаюсь ускорить этот момент, чтобы побыстрее не уже надо никогда ничего ребенок ускорять. родился, чтобы я его взяла на ручки, потискала там, обнимала его. Это смотри. Как красиво. Я, наверное, тоже такой хочу себе. Ссылку скинешь? А ты по списку собиралась? Да, там было написано 2 чепчика, я вот 3 положила. Какой хорошенькая, все маленькая. Меня пугает больше всего в родах страх вот этой вот боли, которую я могу ощутить там. Мне не обязательно же самое дорогое покупать. Ну почему не обязательно? Со свадьбы Кого дорогой? 200 тысяч у нас отложены лежат. Сколько? Но это не значит, что надо сейчас все деньги вбухать в самое дорогое. Но я хочу все новое. Какая разница новое? Большая разница. Я молодая мама, я хочу красиво своего ребенка одевать. Ради чего? Ради того. А как я его буду в канал фотографировать? Мой ребенок не будет ходить в дорогих вещах, чтобы все смотрели такой: о, у него дорогие вещи, как это круто, как это... Да бред, вообще фу, прям такое отвращение сразу. В дорогих вещах маленький ребенок, любой здравомыслящий человек скажет, что совсем конченый, просто у виска покрутит, скажет, ты чё? Типа, ребенок, главное, чтобы в чистеньком был одет, вот это да, все по размерчику, чтобы все удобненько было, вот это да. Ткань, материал хороший, вот. Какая разница, сколько там что стоит? БУ, не БУ, как там, а может от братьев, от сестер досталось. И что, еще хуже, что ли, будет? Наоборот, мягче даже, да. Я не знаю, я свитер, он за отцом, а отец за дедом донашивал. Да, у меня свитер есть один. Уже, конечно, наверное, все, он уже где-то в этом... На чердаке уже, наверное, он откис, но свитер есть вообще мощный. Его, я не знаю, шили в какие века. Дорого. Да, нормально. Сказала, я буду Тепленько, покупать все хорошо. новое ребенку. Мы не будем покупать вещи на все деньги, я тебе еще раз повторяю. Это наша... На 200 тысяч, что она хочет новорожденному купить, мне просто интересно. Не, ну если коляску за 100 купить и столик пеленальный за 200, в принципе, тогда да. общие деньги, потому что нам их подарили. Вот именно, И значит, я тоже тоже могу вправе решать. решать о них. Нет, нас 2, ты 1.
Да что ты говоришь? Да. Мне очень нравится покупать вещи и готовиться к рождению ребенка, потому что у них Какая же она тупая, господи. там все такое маленькое, это очень миленькое. Идет 41-я неделя беременности. Утром я проводила Вадима на работу, но уже через полчаса Всё, пошёл. пришлось звонить ему, чтобы он вернулся, и мы вместе поехали в больницу, потому что у меня начались схватки. Так, Меня- ну-ка, одну секунду. Я так, такое мы не любим. Вот это вот, где вот это вот оно лезет. Вадим, с ней! Дурак. Вадим, тут все, тут отчим, этот отец, дед, бабка прибежала, все здесь, все на родах, все... Тупой пошел. Мирон, 3500, слабовато. На самом деле нормально. Так, короче, все, Мирон вылез. Так, Мироша 51 сантиметр, весом 3600. 20. А еще глазки голубые. Внук — это вообще такое счастье. Один из лучших моментов в жизни, который мог произойти. Как репку, говорит, тянули. Следующие 3 дня Восьмером. я научилась ухаживать за малышом. Ля. И врачи помогли мне подобрать систему питания для Мирона, потому что Пойму, это откуда такая растительность на голове? Его уж стричь пора. кормить грудью я не буду, чтобы она Не не шутя. обвисла. Это как? Значит, смотри, 45 дней, 1,5 месяца пьется послеродовый период. Это период восстановления. Будешь следить за температурой. Если что-то беспокоит, ты всегда можешь приехать в перинатальный центр, мы тебя посмотрим. Если что принесешь, можешь малыша принести, мы тоже его посмотрим, хорошо? Большой, не-не, хороший. Хороший. 3500, торпеда, хороший. Очень хороший. У нас тоже все крупные в семье, все абсолютно все. Все дети у меня тоже все крупные, да. А потому что там заряд, знаешь, какой идет. Там напор, как с бронзбой-то. Да, чтоб наверняка, да. Я вас поздравляю. Растите здоровенькими. Где конверт? Где конверт нормальный? Алло. Пожалуйста, не коверьтесь никогда слова, это не выглядит мило, это выглядит ублюдски. Я Мирона как увидела, мне... Летом, а летом так, что ли? Подожди, а почему я не знаю? Почему я всегда думал, что конверт должен быть большой? А когда у меня мои родились? У меня родились 9 декабря и 14 февраля. Все, я понял. Все. Не могу передать слова. Отбой. Безумно Отбой. счастлива. У меня И все зимние. Хочется вообще его из рук не выпускать. Все, нормально. Дома Вадим помогает мне купать и пеленать малыша и готовить все для него зимние, да. смесь. Сначала воды залей. Читай, как подогревать. Сначала воду, потом смесь. Там нет разницы. Сначала воду греете, потом в подогретую воду насыпаете смесь. Грелка не может подогреть воду? Не со смесью. 200к на конверт. Без смеси воду. Ну, ты говоришь, разницы нет. Все, значит, давай. Уа, понеслась. Все, кушай. 5, 4, 3, 2, 1. Уа. Наши первые дни дома проходят легко. Мне быть мамой Соседи, очень знаете, нравится. как рады, У меня когда новорожденный в дом маленький приходит? ангелочек, О. которого постоянно хочется Кайф. держать на ручках, вообще не отпускать никуда. Когда Мирону исполнился месяц, мы поехали в Геленджик познакомить его с дедушками и бабушками. Даже папа в этот раз встретился с нами и увидел внука. Хоть я была зла на тетю хроник. Юлю, рождение сына затмило плохие моменты. Мой мальчик, ты чего? Моя жизнь. Господи. Голову, знаем. Тихо. Ты, бабка, я тебя осуждаю, эй! Дотер вырастет. Мой родной. Алло! Мой родной такой. Лампочку встряхнула. Приехал прабабушки, да? Приехал, Боже. мой мальчик. Иди к бабушке, иди. Давай, куда тебя? Все аккуратно, нельзя, что ли? Спасибо тебе, родная. Все, Как градусник встряхнули. мои родные.
Это счастье, это вообще радость для меня. Я все для него вот сделаю. Вот даже Софию приму, да. И такая счастливая, что мы рады, что мы дожили до того, что стали Жалость от страха, я сам, у меня аж это... Очень рады. У меня тоже на эту тему, на самом деле, шиза, короче, они вот когда маленькие, боюсь, не знаю как, не дай бог, там, мне кажется, что все дотронешься, там, не дай бог, что-то сломается, переломается, это... У меня есть тоже такая тема, когда вот маленькие были, что один, что второй, я говорю, у меня прям, мне дают вот это вот в роддоме на, говорит, убери, пожалуйста, потому берешь вот так вот, стоишь, не знаешь, особенно когда первый, как держать, что там, где там, второй раз уже в ладосу, ну нате, говорит, давай под мышку, раз, все, пошел. Дальше, уже все знаешь, все уже. Да? Ты мой внук, ты мой. Да, улыбашка маленький. Бабушки счастливы у нас. Ой, кто там? Кто там? Лех, не смеши, дочь спит, извините, пожалуйста. Бабуля. Что происходит? Бабуля. Мы тоже счастливы. Бабушка. Софочка, ты ребенка грудью кормишь? Нет, мы на искусственном вскармливании с первого дня. Это же грудное молоко, хотя бы месяц-два. Надо было. Ну, здесь я согласен с родителями. Фигуру бережешь, наверное, да? Да. Она же конченая. Ну, прям фу. Ну, серьезно. Да. А ты почему не настоял, Вадим? Не хотел. Если как захотела, так и ну и все, значит. Еще один дебил. Ремня на вас точно не хватает. Не захотела тебя мамка кормить, да? Ох и мама. Искусственником сделала, да, Мирошенька? Я возмущена. Ребенок Но это родился, реально, он должен попробовать материнское молоко. Иммунитет будет хороший. Кто бы что ни говорил, Ну да. а мы строим свою семью и живем как хотим. Вадим хороший папа. Он так мне помогает, что я могу уделять время тренировкам и быстро восстанавливаюсь. Ребятки, сегодня у нас прогулка. А ничего, что коляска, наоборот, ставится лицом к родителю, а не Ну, ничего лицом к страшного. миру? Ребенку надо осматривать мир и дышать свежим воздухом. Какая разница, как ее поставить реально? В основном, как-то, я не знаю, зимой, по-моему, лицом к родителю. Ну, опять же, какие прогулочные, когда он уже сидит, он, естественно, прямо смотрит. Короче, не знаю. Переворачивай, давай обратно. Аккуратно. Да, я держу не Да, сейчас еще ребенок упадет. Я, Папочка. Вадим, очень Проблем на переживаю. самом деле очень много. Там и ребенок просыпается, ну и, соответственно, за ним следом просыпаешься ты. Но просыпается он не раз там в 3 часа, когда его надо кормить, а просыпается он раз там в 30 минут. И самый ужасный сон — это прерванный сон. А тут на тебя, на твои плечи прилетает работа, прилетает такая ответственность, ну, то, что надо ухаживать за всеми, то, что надо оплачивать квартиру. Прическу уже как у бати как-то не делает, особо нормально. легко это все дается. Мирон стал настоящей звездой моего канала. Мне уже заказывали рекламу коляски. Уверена, я стану блогером-миллионником, и дела пойдут еще лучше. И, конечно, я Миллиардником. планирую возвращение в спорт. Всем девочкам, которые попали в такую же ситуацию, как и я хочу сказать, что просто не будет. Всегда найдутся те, кто осудит, кто не поймет, кто будет хейтить. Но я не Я жалею. тебя осуждаю. Осуждаю, но при этом лайк на этот видеоролик поставил. Будем ждать новых серий. Канал Мам16. Спасибо огромное за поучительные видео. Ну а нашей аудитории, всему телеграм-каналу Heart Insight и вообще всем, господи, подписчикам, пожалуйста, не торопитесь. Предохраняйтесь, проверьте вы сначала свое здоровье и выучитесь хоть немножечко, хоть чуть-чуть, но хоть немножечко, чтобы какая-то копеечка была, дабы как вводимо вот это вот пасти его в разные стороны вот такими вот глазищами не смотреть, да. Так что уверен, у вас все получится. Любите друг друга, девочек, с 8 марта.